Позиции Дуйко отвечает. Ну и первый вопрос. Что сделать или что изменить в своем питании? Три вещи, чтобы не болеть. Ну и по моему мнению, человеку необходимо есть три вида питания для того, чтобы избавиться от большинства заболеваний. Итак, первое. Утром ешьте имбирь, в обед ешьте лимон, а вечером перед сном съедайте либо вареное яйцо, либо кусочек сливочного масла. Много болезней исчезнут сами по себе. Не нужно мне верить. Просто начните это использовать и в дальнейшем просто скажите мне спасибо за это. Что меня натолкнуло на то, чтобы я проанализировал наше питание, пришел к тому, что в действительности нашему организму более подходит определенная пища, если мы эту пищу принимаем особым образом. Рекомендую утро начинать с небольшого количества ржаного хлеба, сверху на которое будет положено небольшое количество сливочного масла. Или же, если вы не вегетарианец, то небольшого количества любого жира животного происхождения. Причем сало, да. Причем вы знаете, многие гастроэнтерологи скажут мне, что это неправильно, очень напрасно. После приема свежего сала происходит мгновенно отток желчи, все абсолютно это знают. Поэтому если вы утро будете начинать с того, что говорится в чем? Дело в том, что часто люди, читая о том, что утром нужно кушать жирную пищу, в обед кислую, а вечером углеводы, они думают, что это должно быть фанатично. И они начинают принимать это как фанатичное желание изменить качество своей жизни. И начинают утро с 1 килограмма сала, в обед съедают 3 литра помидоров и вечером завершают огромным тортом. И это делать не стоит. Почему? Я вообще считаю, что степенность в применении пищи для многих людей является важным элементом жизнедеятельности. Тоже нужно кушать в обед. Я считаю, что самое лучшее время для того, чтобы полечить свою поджелудочную железу, это принятие в обед небольшого количества кислой пищи. Это может быть кисломолочные продукты, это может быть сброженный квас, это может быть кислый огурец или кислая капуста, или это может быть кислый помидор. Что можно сказать про вечер и каким образом мы можем вечером питаться? Я считаю, что вечер – это время, когда человеку необходимо принимать углеводы. Я считаю, что вечернее время – это время принятия углеводов. Вы перед диареей измерьте давление. Хорошо? Хорошо. Она у меня каждый день. Ну вот измерьте. Он мне звонит и говорит: Андрей Андреевич, у меня давление 180 на 110. Хочу сказать вам, что норма артериального давления 120 на 80. И я ему говорю: послушайте, Юра, это говорит о том, он говорит, ну как только я сходил в туалет по-большому, у меня сразу же давление снизилось. Я говорю: правильно, очень часто люди, которые страдают артериальным давлением, могут столкнуться с такими проблемами, как диарея, так как это реакция нашего организма на повышающееся артериальное давление. Поэтому в случае, если у вас с утра произошла дефекация 2 и более раз, это говорит о том, что у вас с утра появилось артериальное давление. Обычно с утра артериальное давление поднимается у мужчин чаще, чем у женщин, но у женщин чаще давление поднимается. Если боль в спине, то это проблемы поджелудочной железы. Неужели это все из-за моего вредного характера? Нет, это из-за поджелудочной железы. У нас есть препарат Панкресор. Вот его пропейте и перестанет под лопатками болеть. Также ограничивайте себя в питании, голодайте 1 или 2 раза в неделю на воде. Не ешьте сладкое, не принимайте алкоголь, принимайте бетаин препарат, пейте периодически во второй половине дня, желательно в обед. Принимайте йогурт, что-нибудь кисленькое в обеденное время, но не натощак, не натощак. Если болит поджелудочная железа, необходимо надавливать именно эту точку. Вот. Она надавливается. В случае, если вы сейчас начнете надавливать, то у людей, у которых нет заболеваний поджелудочной железы, ощущений не будет болезненных никаких. В случае, если у вас поджелудочная железа находится в состоянии стресса, то есть вы вчера там выпивали алкоголь или хронически переживаете, или у вас
несварение желудка или несварение там, пищи, или у вас отравление, или сахарный диабет второго типа, либо там бактериальное отравление, или хронический дисбактериоз, то в этом месте конкретно эта точка, она у вас будет болезненная. Так вот, массаж данной точки обычно укрепляет нашу поджелудочную железу. И я рекомендую и прикладывать горячий пластырь, и массажировать периодически данную точку. Она очень уникальна, так как она помогает нам избавиться от заболеваний, которые связаны с поджелудочной железой. Образ жизни это тоже не имеет значения. Он сталкивается с переокислением, старость приводит к переокислению, стрессы приводят к переокислению, переокисление приводит к появлению молочной кислоты, и нам очень часто не хватает как раз перевести наш организм на процесс цикла Кребса так, чтобы легкие в этом процессе превалировали перед всем остальным. Поэтому для нас вот такое дыхание может быть выходом из всех ситуаций. И принятие, допустим, соды, принятие минеральной воды на протяжении дня, 2-3-разовое по 10 секунд до 3 минут, вот такое дыхание на протяжении 10 дней может устранить такие заболевания, как ночные судороги, глухота в ушах, заболевания шейного отдела. Все это переокисление и все это накопление молочной кислоты. Даже опухоли исчезают на этом фоне. Вот так. Здравствуйте, Андрей Андреевич. В последнее время стало повышаться нижнее давление. Скажите, может ли употребление канцерамидина повышать давление? Может. Вообще нижнее давление обычно у человека повышается в том случае, если человек нервничает. Хотите народный способ устранять все виды артериального давления? Возьмите и сделайте вот что. Купите обычную валерьяну и купите обычный, можно пустырник. Смешайте валерьяну и пустырник между собой, сделайте из них порошок, заваривайте 1 столовую ложку на стакан воды, принимайте по стакану воды 2-3 раза в день. На протяжении 2 месяцев забудете, что у вас когда-либо было артериальное давление, и оно больше не будет. Ко всему еще и успокоит вам цены. Вылечить плохой, галитоз, плохой запах изо рта. В случае, если сильные гастриты, кроме язвенного заболевания, потому что при язвенном я бы не рекомендовал все-таки пить сок. Что необходимо делать? Берете 1 столовая ложка сока цитрусового, из лимона желательно, или из лайма даже лучше, и добавляете 1 столовую ложку яблочного уксуса на стакан воды. Можете добавить 1/4 чайной ложки меда. И вот такая вода, которую вы приготовите, или вот такой бальзам, его можно принимать 1-2 раза в день, и это будет восстанавливать работу вашего желудка. То есть пройдут запоры, исчезнут гастриты. Такие вот рекомендую при геморроидальных узлах. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, стоит ли мне делать прививку от COVID? Если у меня плеврит 20 лет, тяжело дышать, в легких жидкости, варикоз ног. Вы хотите, наверное, задать мне другой вопрос. Он звучит так. Андрей Андреевич, есть ли какая-нибудь способность или возможность аннулировать действие прививки, которая необходима? Ведь всем уже становится понятным, что все заявления наших властей и вся политика, в общем-то мировая политика, она требует незамедлительного подчинения, и нас рано или поздно все равно заставят сделать прививку. И тут нужно задать такой вопрос: есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы после введения прививки аннулировать действие данной прививки? И он есть. Для этого нам поможет Википедия, и в Википедии мы можем прочитать. Нам необходимо ввести ультрафиолетовые лучи. Ультрафиолетовые лучи. И открываем ультрафиолетовые лучи. И сейчас ультрафиолетовые лучи.
ладно, сейчас не об этом. Ультрафиолетовое облучение, оно способно полностью нейтрализовать влияние любой прививки. Об этом можно найти информацию в Википедии. То есть в случае, если вам сделали укол, и вы не хотели бы, чтобы этот укол на вас действовал, то вам необходимо сразу же, после того, когда вы получите этот укол, пойти в солярий и позагорать. Таким образом, действие тогда введенного в вас вещества будет полностью, ну, где-то процентов на 65-70 нейтрализовано. И это ваш выбор. Я считаю, что я должен об этом сказать, потому что забирать у человека возможность выбора, я считаю, никому не должно быть подвластным, и никто не имеет права этого делать. То есть если человек не хочет делать прививку, хочет болеть, это его индивидуальный персональный выбор, потому что у нас есть свобода слова, свобода выбора и свобода вероисповедания. Навязывание человеку того, что он обязан что-то сделать, фактически является нарушением конституционных прав тех стран, в которых это навязывают. Таким образом, несоблюдение Конституции в этих странах приводит к пониманию того, что сама власть, она не соблюдает Конституцию и не соблюдает конституционные права граждан. Но это, в общем-то, не мое дело. Я человек маленький, мне это все равно. Тем не менее, в случае, если вас вынуждают сделать, то сделайте, как я вам говорю. В случае, если вам тяжело дышать, и у вас плеврит легких, жидкость в легких, варикозное расширение вен, ну, на варикоз не повлияет. А вот на плеврит, ну, вы знаете, очень сложные процессы происходят, и до конца непонятные процессы происходят после получения прививки. Я знаю десятки уже или сотни даже случаев, когда человек бессимптомно принимает прививку и, в общем-то, хорошо себя чувствует и первую, и через 2 недели. Но есть и другие люди, допустим, есть люди, которые после применения первой прививки, у них появляется и высыпание, и появляется высокая температура, и недомогание, и общее ощущение воспалительного процесса в организме, и сой растет и так далее. После применения второй, ну, уже более мягкий такой процесс происходит. Ну, о чем это говорит? Это говорит о том, что на каждого человека по-разному это влияет, и сказать как-то так, как влияет, невозможно, потому что нам говорят, что все должны привиться данной прививкой, а какие есть противопоказания, может ли это привести к осложнению, какие лица не должны проходить прививание. Почему-то эта информация, она либо скрывается, либо очень сложно ее найти, ну и из-за этого и недопонимания. Но мой вам совет такой: если вас заставляют сделать ковид-прививку, сделайте ее. Вам ничего не грозит, а в случае, если вы сделаете, то можете просто сходить в солярий. Валентина Бондаренко. Ой, какая красивая. Ой, какая красивая. Так. Наталья Андреевского. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. У сына с марта заложенность носа где-то внутри. Закладывает то одну, то другую. И даже при усиленных физических нагрузках полностью не разлаживает. Весной пробовали лангин, начал сильно зудеть нос. И эмбрио плюс каолин. Ведь летом от аллергии пил галит, кальций, сорбент. Пожалуйста, помогите, как избавиться от этого и дышать свободно. Очень часто это является следствием сосудистой дистонии. То есть в момент того, когда у человека появляется тестостерон или выделяется кортизон, или человек испытывает состояние стресса, это все может влиять на то, что у него происходит сужение сосудов. Оно более такое вегетососудистое. И в момент сужения сосудов у человека часто появляется заложенность носа. И естественно, что необходимо делать? Более всего такая заложенность носа может происходить как раз вот в осенне-весенний период. Для того, чтобы этого не было, или для того, чтобы избежать,
я рекомендую использовать препарат чай Дитарекс. Принимать его необходимо, заваривать его необходимо 3-4 раза в день. Также уникальное такое есть средство, которое помогает при заложенности носа. Это тампоны с содой. Берется столовая ложка соды, заливается холодной водой, после чего ставится тампон в левую ноздрю, в правую. Питье соды. Утром натощак за 1 час перед приемом пищи рекомендую выпивать 1 стакан воды, предварительно в которой разведена 1 чайная ложка соды. Принимать необходимо 30-40 дней. Это улучшит состояние. Как это все работает? Дело в том, что щелочь, которая попадает в желудок, особенно натощак выпитая, позволяет каталазе создать условия, при которых выбрасывается соляная кислота. И в этом случае происходит формирование такого режима, при котором аллергия купируется. Очень часто аллергией является следствие сниженной кислотности желудка, или аллергией может являться еще и повышение кислотности. Если посмотреть на человека в вечернее время, когда он лег спать и спит, очень часто люди издают определенные звуки. Храп или отрыжка. Вот в случае, если человек имеет отрыжку в ночное время, это говорит о том, что он болеет гастроэнтериальной рефлюксной болезнью, эзофагиитом. Таким образом, такого человека необходимо лечить. Самый простой способ — это использование чая моей компании «Железняк». 1 чайная ложка на стакан воды, принимать на протяжении 2-3 месяцев. Также из рациона питания убрать следующие продукты: острое, горькое, жареное, убрать лимон, убрать очень такие ярко выраженные специи. На протяжении дня употреблять пищу более 3-4 раз в небольших количествах. И делать это на протяжении хотя бы 2-3 месяцев. Тогда эффект будет удовлетворительным, улучшится общее состояние. Тамара Рябинина. Андрей Андреевич, подскажите еще способ избавиться от жидкости в легких. Рецепт с помощью перца не проходит. Жжет очень. Нет сил терпеть. И еще подскажите, почему может отекать лицо, щеки не после сна, а постоянно. Но это однозначно понятно. В случае, если есть легочная недостаточность, то она может формировать еще и сердечную недостаточность. Это все приводит к отечности. Скорее всего, жидкость, которая у вас формируется в легких, является проблемой, скорее всего, сердечной. И у вас формируется сердечная астма. Ваш организм переходит на отключение большого круга кровообращения и переход на малый круг кровообращения, который и в общем-то проявляется в виде вот такого действия, когда у человека отекают руки и ноги. Не стоит этого бояться, все это можно лечить. Каким образом? Вам необходим не пульмонолог, вам необходим кардиолог. Вам необходимо обратиться к кардиологу, провести исследование сердца и посмотреть, нет ли у вас заболеваний, связанных с сердцем. Как можно это убрать, если какие-нибудь советы такие? Ну, какой-то можно было бы дать вам определенную терапию, но дело в том, что я не имею права этого делать, потому что для того, чтобы определить все-таки, чем вы болеете, необходимо предварительное исследование крови и физиологического осмотра, и знать ваш анамнез и так далее. Но тем не менее, хотелось бы сказать, что оставить вот так вас просто ни с чем я не имею права тоже. И поэтому мой совет такой: выполняйте дыхание через кусочек валидола. Подходите к окну, берете кусочек валидола, ложите себе на язык и делаете глубокие вдохи и выдохи. Медленно вдох и медленно выдох, так, чтобы ощущать действие ментола, которое есть в валидоле, чтобы он проникал в легкие. После чего не нужно это делать долго, 5-6 раз глубоких вдохов, после чего можно отдыхать. Валидол при этом глотать не нужно. После того, когда вы сделали вот такое дыхание, приблизительно где-то через 40 минут необходимо выпить четверть таблетки нитроглицерина. Делайте это 2 раза в день.
Также второе. Накладывайте в виде аппликации нежирный творог коровий себе на грудь с левой и с правой стороны и накрывайте марлей. Также можно лежать вот на такой марле или на такой аппликации задней частью спины. Далее если это является легочной недостаточностью, я рекомендую использовать мои препараты Туберсол, Демилон по 2 таблетки 3 раза в день. Также выполнять ингаляции с препаратом Популин. 1 чайная ложка на стакан воды. Используйте вот такую смесь для ингаляции через ингаляторную камеру. Очень хорошо использовать дыхание или ингаляции с содой. 1 чайная ложка на стакан воды. Такие ингаляции, желательно горячей воды, такие ингаляции очень хорошо помогают легким убрать жидкость. Также можно взять физраствор, наполнить камеру ингалятора и добавить 10 капель гидрокортизона. Это гормон такой. Он поможет вам очистить легкие, улучшит общее состояние сатурации. Мазь артрозиновая и таблетки артрозин. Вот эти таблетки артрозин по 2 таблетки 4 раза в день, а мазать тоже 3-4 раза в день. Также сделайте болтушку. Возьмите сырое яйцо в шкарлупе куриное, добавьте его, на него налейте уксус. Пусть этот уксус постоит 2-3 дня, потом прокалите это яйцо, взболтайте и процедите. Каждый день натирайте вот этим веществом место боли, делайте это до 5-6 раз в день. Также очень хорошо очень поможет вам препарат Метекс по 1 чайной ложке 3 раза в день. Полностью уберите белки, старайтесь кушать меньше глюкозы. Старайтесь не есть зеленые продукты питания, то есть лук-порей, шпинат, щавель, меньше кислой пищи. Нужно убрать алкоголь и вообще так побольше впроголодь живите.
как на фоне приема витамина D3 в дозировке 4000, 10 тысяч миллиграмм на протяжении одного дня, посмотрим, а у нас 500 миллиграмм витамин D3, а у нас как раз он 5000. То есть одна таблетка утром, одна таблетка вечером на протяжении 6 месяцев, и там более десятка примеров людей, которых пробовали, которым успешно применяли при лечении эндометриоза витамин D3 вот в такой дозировке. То есть фактически одна таблетка утром, одна таблетка вечером. И в дальнейшем это приводило к тому, что исчезали миомы, восстанавливался эндометрий, вновь запускалась система овуляции, при альцминорее там появлялась менструация и так далее. Рецепт номер 1. Недооцененный нами кефир. Цененный нами кефир. Итак, можно недооцененный нами кефир принимать. Давайте я расскажу, почему недооцененный. Дело в том, что кефир имеет определенные свойства. В нем находятся лактобактерии, которые могут помочь увеличить вашу перистальтику. Но есть такая особенность. Когда кефир попадает в ваш кишечник, то после этого наши бактерии, которые находятся в нашем кишечнике, съедают молочные бактерии, они перестают существовать. Таким образом, для того, чтобы увеличить перистальтику, принимать просто кефир нет никакого смысла. Я рекомендую добавлять в кефир лимонный сок. Возьмите стакан кефира, добавьте туда сок одного лимона, пейте 2 раза в день. Каждый день будете худеть на 200 грамм. Что будет происходить? У вас таким образом будет увеличиваться метаболизм вашего кишечника. Также начнет более интенсивно работать ваша поджелудочная железа. Также вас начнет пучить, и вы, скорее всего, ощутите гиперметеоризм. Не стоит этого бояться, так как метеоризм является особенностью перистальтики, и, скорее всего, первое время это будет говорить о том, что у вас увеличила функциональную деятельность поджелудочная железа. Поэтому не стоит этого бояться. Скорее всего, такие газы, они будут выталкивать фекальные камни, фекальные массы, вам будет лучше от этого. Не стоит этого бояться. Во время того, когда вы начнете принимать лимонный сок вместе с кефиром, то, скорее всего, начнете ощущать небольшие, такие не очень приятные ощущения в желудке, а также в 12-перстном кишечнике, как болезненные состояния. Не стоит переживать по поводу этих состояний. Они не являются физиологически опасными, так как это все вызывается целиком тем, что у вас появляется метеоризм в вашем кишечнике. За счет этого метеоризма могут быть небольшие ощущения болезненные. Это безопасно. То есть каждый раз после появления дефекации у вас вот эти вот все неприятные ощущения будут исчезать. Чтобы быть энергетичным весь день, первое, спать больше, на ночь съедать вареное яйцо, а утром сырое яйцо. Это проверено, улучшается иммунитет, уменьшается вес. Очень хорошо пить чай, сделанный из рыльцев кукурузы на протяжении дня. Данный чай действительно устраняет токсины, убирает свободные радикалы, молодеешь, улучшается пищеварение, улучшается аппетит, иммунитет и так далее. Ну и, конечно же, 5 или 4 это меньше сладкого. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как долго можно принимать магний B6? Я длительное время принимаю его и не знаю, нужно ли прекращать. Также страдаю аллергией. Препарат магний B6 можно принимать 10 лет, 20 лет, сколько хотите. Есть книга, я, к сожалению, не смогу сейчас назвать авторов, называется «Влияние биоантиокислителей на организм человека», где описывается влияние магния на человеческий организм, влияние витамина С, влияние витамина Е и так далее. Вот там сказано, что есть ряд витаминов, которые
могут организмом при переизбытке выводиться какие-то витамины, какие-то минералы. Это йод. То есть сколько бы человек йода не выпил и сколько бы человек йода не получал, у него не произойдет отравление йодом. Такого практически никогда не происходит. Когда говорят, что гиперфункция щитовидной железы связана с чрезвычайно высоким употреблением йода, я хочу вам сказать, что нет. Это связано с эндокринологической системой, эндокринной, вернее, системой нашего организма. И это никак не связано с тем питанием, которое получает человек. Это с питанием никак не связано. Поэтому в случае, если человек думает, что при гипофункции щитовидной, а может как-то негативно сказаться, что человек принимает большое количество йода. В случае, если у человека происходит отравление йодом, то у человека очень повышается температура и очень повышается температура, только температура. Давление остается в норме. То есть, если человек использует очень много йода, как повысить свою температуру? Берете кусочек сахара, капаете на него йод и этот сахар с йодом рассасываете. После этого на протяжении 1 часа у вас поднимается температура. Я это знаю, потому что в свое время я так в школе косил от занятий. Конечно, неудобно сейчас говорить. То есть, я брал дома йод, мне кто-то научил, капал на сахар. Съедал его, после этого ждал, когда мне будет жарко, при этом чувствовал себя комфортно, шел к Ксении Никитичне, которая была у меня в школе медсестрой. Она говорила: ты что, опять с температурой? Я говорил: да, у тебя все чисто. Я говорю: я не знаю почему. И она мне прописывала там какой-нибудь, что-то там, обычно аскорбиновую кислоту и анальгин, на то время, это советское время было, и после этого отпускала с занятий. И я после этого шел домой, косил таким образом. Но я хочу вам сказать, что это через час заканчивалось. В дальнейшем я четко просто понял, что отравление йодом приводит просто к повышению температуры ненадолго. Отравиться металлическим йодом можно, но там уже совсем другие процессы. И в общем-то найти металлический йод не так легко. Это уже совершенно другой продукт и является веществом токсичным, цитотоксичным. А то, что мы получаем в виде йод-растворимой настойки или там люголя или еще чего-либо, то сколько бы вы ни выпили, поверьте, плохо вам не будет, а температура быстро спадет. Можно ли отравиться кальцием? Кальцием нельзя отравиться, а вот калием можно. То есть использование высокого количества калий содержащих продуктов может привести к калиинурии и привести к появлению остановки деятельности почек. Какие там витамином С? Витамин С, его переизбыток выводится организмом. Витамином Е, переизбыток витамина Е выводится организмом. Дальше какие там еще есть витамины? Витамин К и витамин, допустим, У в большом количестве приводят к ожирению печени. Использовать в большом количестве нельзя. Там какие-нибудь аминокислоты, допустим, какие там лизин, допустим, лецистин. Отравление аминокислотами происходить не может, потому что в случае, если они не нужны в организме, они просто свободно не усваиваются и выходят, депонируются. Пожалуйста, какое существует простое средство, которое может помочь избавиться от грибков на ногтях? Есть очень много народных лекарственных средств. Могу сейчас первые два, которые я вспомню, вам дать. И первый, и второй высокоэффективны не просто для того, чтобы убирать заболевания грибка. Также эти средства можно использовать при таких проблемах, как артроз, боли в суставах при артрите, такие компрессы или мази, которые можно дома изготовить. Итак, первый противогрибковый препарат, который можно изготовить, в нем находится несколько компонентов. Первый компонент — гусиный жир, в который необходимо добавить борную кислоту и масло чайного дерева. Борную кислоту и масло чайного дерева. Какие пропорции? 2 столовые ложки гусиного жира,
10 миллиграммов масла чайного дерева и большая столовая ложка предварительно измельченной борной кислоты, которую можно приобрести просто в любой аптеке. Использование такой мази при грибках показало очень эффективное действие. Изготовить ее несложно, разогревать ничего нет необходимости. Масло, вернее жир гусиный можно вытопить из ткани гусиного жира, и хороший по запаху получается и по консистенции такая мазь. Очень рекомендую. Второе — это использование сырого куриного яйца. Берется сырое куриное яйцо в кожуре, после чего заливается уксусом, ставится на 1 неделю в теплое темное место, после чего пробивается куриное яйцо, извлекается кожура этого куриного яйца, ее можно не использовать, а все, что осталось в банке, блендером или любым измельчителем, можно вилкой, взбивается. После чего тампоном, который может быть обмотан ватным тампоном, необходимо наносить данную аппликацию на места поражения грибковой инфекцией на ночь. После чего утром, когда будете просыпаться, можно будет увидеть, как отслаивается ноготь, перестает появляться плохой запах, и в дальнейшем можно данный ноготь или участки пораженной кожи счищать любым твердым предметом, пока само заболевание не исчезнет. Здравствуйте, Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, у мамы по утрам горечь во рту, что можете порекомендовать? Горечь во рту является следствием закрытых желчевыводящих путей. Скорее всего, мама ваша страдает заболеванием дискинезия желчно-выводящих путей или желчных протоков. Чем можно помочь маме в этом случае? Я хочу посоветовать. Первое, нужно полностью исключить из рациона питания любые сладости и глюкозу. Почему? Именно сладости и глюкоза закрывают у человека желчные протоки. Если у вас есть проблемы желчных протоков, помните, вам нельзя сладкое ни в каком виде. Вообще, ни утром, ни вечером, ни в обед, никак. Что может помочь? А может помочь сладкий заменитель сахара, который называется у нас ксилит или сорбит. Пейте его. Также есть очень хороший способ. Берете зеленый чай, добавляете в зеленый чай ксилит или сорбит. 1 или 2 таблетки, больше не нужно много. И пьете маленькими глотками вот такой чай на протяжении дня, по чуть-чуть. Это мягко и очень мягко и очень нежно, по чуть-чуть будет убирать дискинезию желчных протоков и будет учить ваш желчный пузырь отдавать желчь, которая в нем накапливается. Далее, лучший препарат нашей компании, который называется Лунглин. Этот препарат спас уже сотни людей. При дискинезии желчных протоков я рекомендую использовать препарат, не имеющий желчегонный эффект. Это препарат Лунглин. Это тибетский препарат. Он сделан, вернее, даже не тибетский, он сделан по системе тибетской медицины. В нем находятся определенные специи, которые лечат желчный пузырь. Лунглин. Принимать необходимо по 1 таблетке 2 раза в день. Осложнения: пальцы на руках не могут согнуться, хруст в коленях. Смотрите, если у вас пальцы на руках не могут согнуться, а также хруст в коленях, я уже раньше рассказывал, возьмите сырое яйцо, залейте его уксусом, не очищая от шкурки, пусть оно неделю постоит, пробейте, взболтайте блендером или миксером и натирайте места, где хруст в руках и так далее. Также камфорный спирт, свиное сало и йод. Возьмите свиное сало, добавьте в него йод, чтобы сало стало
цвета шампанского и добавьте камфорный спирт. Взболтайте, натирайте места, которые плохо гнутся на руках с левой и с правой стороны, и хруст исчезнет. Ослабляет мускулатуру и расширяет сосуд. То есть почему бляшка? Сосуд сужен, вазоконстрикция произошла. А что нужно сделать? Надо создать процессы вазодилатации, то есть расширить сосуд для того, чтобы бляшечка начала исчезать и интима полечилась. Ну и для этого как раз вот и есть коэнзим Q10. ДРРС, гвардин, коэнзим Q10 и бляшек не будет. Народный способ по Шевченко звучит так. 2 столовые ложки водки хорошего качества и 2 столовые ложки, только Шевченко говорил, подсолнечного масла нерафинированного, а я хочу сказать оливкового, натурального. И вот такой способ, если принимать по 2 столовые ложки утром и вечером, то похудеете, сахарный диабет 2 типа уйдет, бляшки, холестерин снизится, бляшки поисчезают. Вообще очень часто помогает при проблемах с потерей зрения или ухудшением зрения. Расслабляет мускулатуру и расширяет сосуд. То есть почему бляшка? Сосуд сужен, вазоконстрикция произошла. А что нужно сделать? Надо создать процессы вазодилатации, то есть расширить сосуд для того, чтобы бляшечка начала исчезать и интима полечилась. Ну и для этого как раз вот и есть коэнзим Q10. ДРРС, гвардин, коэнзим Q10 и бляшек не будет. Народный способ по Шевченко звучит так. 2 столовые ложки водки хорошего качества и 2 столовые ложки, только Шевченко говорил, подсолнечного масла нерафинированного, а я хочу сказать оливкового, натурального. И вот такой способ, если принимать по 2 столовые ложки утром и вечером, то похудеете, сахарный диабет 2 типа уйдет, бляшки, холестерин снизится, бляшки поисчезают. Вообще очень часто помогает при проблемах с потерей зрения или ухудшением зрения. L-триптофан — это уникальный препарат, и успокоит и радость подарит. Спасибо, уважаемый Андрей Андреевич, пишет Елена Джакушева. Большое спасибо за отзыв, действительно. Скажите, пожалуйста, шум в ушах, говорят доктора, что это не лечится. Благодарю. Шум в ушах лечится питьем соды. Правда, попробуйте попить соду, 1 столовая ложка на стакан теплой воды 1 раз в день. Через 30 дней, через даже 40 дней шум в ушах исчезает. Проверено 100%. Также смазывайте ушную раковину 1 раз в день столовым уксусом. Как понять, сломала палец на ноге? Если не пройдет боль в течение 5-7 дней, то нужно что-то делать. Вообще, в случае, если палец переломан или поломан палец, то происходят воспалительные процессы мышечных тканей, миозит. И вся нога становится такая дубовая, деревянная. В случае, если у вас просто вывих или удар, то боль, то вся нога не становится твердой, а синеет в определенном месте, там, где находится ушиб. Вот в случае, если вся нога вспухла и потвердела, тогда к врачу обязательно. Чтобы ножки нагревались, или положить грелочку в ножички, и тогда вы в момент засыпания всех близких храпеть не будете. Также в случае, если человек рядом с вами храпит, положите в 2 слоя или в 3 слоя одеяла, ему на ножки укутайте, и буквально 2-3 минуты он перестает храпеть. А вы ему шалбаны делаете, да? Зря, он замерз, а вы вместо того, чтобы поухаживать за этим человеком, начинаете его обижать. Что делать ни в коем случае нельзя. Итак, все-таки вернемся к питанию. Я считаю, что человек вечером должен съедать пищу, в которой есть углеводы. Эта пища должна выглядеть так. Вот что я советую кушать вечером. Это должна быть каша. Также должен присутствовать салат. В этот салат можно добавить сыр. Кушать вечером мясную пищу совсем нет никакой необходимости. Она на самом деле вечером нам совершенно не нужна. Если вы хотите кушать мясную пищу, вы должны распределить употребление этой мясной пищи в утреннее обеденное время. Вечером не нужно кушать ни яйца, ни мясную пищу, ни даже очень активную молочную, сыр, допустим, желтый, острый, его вечером кушать не нужно уже. Также
Если вы человек, который любит алкоголь, то вы можете вечером выпивать небольшое количество ликера сладкого, а утро начинать с чего-то горького, а в обед принимать что-то кислое. Я рекомендую из всего выбрать обеденный прием кислого и выпивать в обед небольшое количество вина, причем натурального, причем кислого. Я вам могу посоветовать, если в вине больше 9 градусов, обычно там 14 градусов, то добавляйте небольшое количество воды, обычно теплой или хорошо очищенной, так, чтобы у вас получилось там не больше 9 градусов. Вот если у вас в вине будет 9 градусов, то согласно Гиппократу такое вино лечит ряд заболеваний, таких как дисфункция кишечника, дисфункция тонкого кишечника. Вы знаете, что прием 4 перчинок на ночь, которые вы перед сном можете проглотить, может в течение нескольких лет вылечить у вас сахарный диабет. Горошинок, да. И витилиго, да. А в случае, почему? Потому что в момент расщепления такого черного перца, скорее всего, будет выходить ферментация или будет достаточно активно работать ваша поджелудочная железа. А вот если вы в обед будете выпивать небольшое количество лимонного сока или же небольшое количество разведенного водой белого сухого вина или красного сухого вина, хочу сказать, что разница в этом существенная. Красное сухое вино нужно людям, у которых есть болезни костей и суставов, а белое сухое вино, если у человека есть проблемы там, с головокружением, с плохим запоминанием там, слов и так далее, и повышенным сахаром. Вот если вам нужно худеть, тогда белое сухое вино, а если поправляться, красное сухое. Вы любите красное сухое вино, вы можете на его фоне начать поправляться. Вы любите белое сухое вино, правильно. Если вы худой человек, то не пейте, а то похудеете. Также я могу сказать о некоторых видах чая, которые очень хорошо действуют на поджелудочную железу. Почему я хочу сказать о поджелудочной железе? Наша поджелудочная железа больше всего на свете не любит ничего ненатурального. Вот смотрите, если продукты сбродились, поджелудочная железа не любит. Не любит. Творог не любит. Там квас не любит. Там, где есть процессы брожения для поджелудочной железы, проблемно. Также химические элементы, такие как там токсин, химический пищевой краситель или пищевая добавка, которая делает пищу вкуснее, не любит. Острое не любит. Сладкое вообще не переносит. Таким образом, можно сказать, а что не любит поджелудочная железа? Она не любит углеводы, активные углеводы, не любит мед. Съешьте меда много, где болит поджелудочная железа? Не любит приправы, не переносит лавровый лист. Лавровый лист для поджелудочной железы смерть вообще. Поэтому даже в суп не бросайте лавровый лист, можете целиком купировать просто свою поджелудочную железу, и на фоне лаврового листа может произойти тяжелейшее просто заболевание панкреатита. Острые специи, томатную пасту, сладости, мед не любит поджелудочная, шоколад не переносит. Железа – это тот гвоздь, из которого был построен корабль, который называется наше тело. Когда стареет поджелудочная железа, стареет все тело. От чего она стареет? Ну-ка, давайте посмотрим. Все наше питание – это целиком углеводы. Таким образом, мы же не можем убрать углеводы, есть только жиры и белки. Нам углеводы нужны для энергии, наверное, правильно? Таким образом, организм так устроен, чтобы стареть. Таким образом, и поджелудочная железа. Смотрите, любая онкология, которая может появиться в организме человека, ну, наверное, там саркома, меланома, они имеют медленное развитие. Они могут... При надавливании на живот боль появляется в районе пупка.
Иногда боль выражена в левом или в правом подреберье, в спине или иметь разлитой характер. Иногда боль локализуется за грудиной или в боку. Сухость во рту обозначает боль поджелудочной железы, а если во рту горечь, то это скорее всего воспаление желчного пузыря. При панкреатите боль слева, при заболеваниях желчного справа. При воспалении поджелудочной железы часто поднимается давление. При воспалениях желчного пузыря давление наоборот снижается. Отличается от гастрита возникновением опоясывающей очень активной и нарастающей болью. При хроническом заболевании поджелудочной железы я рекомендую использовать мой препарат Панкрисорб. Его можно приобрести по данному номеру телефона. В случае, если вас интересуют аптечные препараты, вы можете принимать панкреатин, крион, фистал, мизим. Также вам помогут антацидные препараты. От артроза. 1 столовая ложка желатина пищевого разводится 1 стаканом кипятка. После того, когда вода остывает и ее можно пить, выпивается 1 стакан, пьется по 1 стакану 1-2 раза в день после приема пищи. Принимать необходимо на протяжении не менее 15 дней. В случае, если у вас на фоне приема, вообще данный прием желатина, если вам кто-то будет говорить: Андрей Андреевич, это полная ерунда и так далее, я хочу сказать, что желатин вмещает в себя достаточно большое количество коллагена, который образовывается превращается в хондроитин, глюкозамин. И, в общем-то, желатин является дегидрированным связочным аппаратом животного, который принимает человек вот в таком виде. Это все совершенно способ. Кстати, по поводу соды на ночь. Я сегодня говорил об этом. В случае, если человек принимает соду на ночь, то как это работает? Сода на ночь приводит к тому, что кислотность желудочно-кишечного тракта на ночь уменьшается. Вся особенность нашей жизни, она заключается вот в чем. Когда мы утром просыпаемся и начинаем включать свое пищеварение, то должны знать, что пищеварение до этого момента было как бы отключено. То есть оно, конечно же, функционировало, но в общем-то дремало в большинстве своем. И в тот момент, когда человек просыпается утром, он должен запустить пищеварение. Когда человек запускает пищеварение, у него начинает включаться, повышается кислотность крови. Если бы кислотность крови не повышалась, то у нас бы не существовало понятия метаболизма. И тогда бы мы не смогли усваивать ту пищу, которую мы употребляем. Именно поэтому, когда человек просыпается утром, усилить метаболизм, что по-другому приведет человека к выздоровлению, фактически или практически от всех заболеваний, человек должен принять горячую ванну, после чего или горячий душ, после чего, по моему мнению, самое полезное это выпить либо сок лимона в небольшом количестве, либо даже уксус. При этом это можно сделать после еды, а не натощак. Когда вы его выпьете, не имеет значения. Можно во время еды, когда вам захочется, извиняюсь. Также на протяжении дня, в случае, если вы занимаетесь, в случае, если вы пьете уксус, знайте, вам необходимы сорбенты. Пищевые сорбенты самые простые: это гречка, это пшенная каша, это каша овсяная, которую необходимо кушать обязательно в 4 часа дня, не подсоленная, жирненькая, это необходимо делать, она сработает как сорбент в случае, если вы пьете уксус. И ночью перед самым сном вам необходимо немножечко защелачивать свой организм. Вы можете принять холодный душ, после чего выпить 1 чайная ложка соды на 1 стакан воды и спокойно лечь спать. Таким образом уйдет храп. Утром у вас будет мощнейший мочегонный эффект, то есть утром у вас исчезнут отеки, вы запустите почки, потому что почки перестают работать в случае, если у человека организм очень закислен. А он закисляется в случае, если мы едим сладкую пищу. Я забыл сказать, это при учете, что вы на протяжении дня минимально принимаете сладкую пищу. Минимально. Ограничивайте себя в употреблении активных или быстрых углеводов. Жени Анисимова: если не имеет кожа на спине частично, и как почистить сосуды народными способами? Проблема онемения кожи на спине называется парестензией. И такая парестензия очень часто является проблемой заболевания позвоночника.
нервные окончания входят в мозг, и обычно говорят вот такие полосообразные онемения о том, что у вас есть спондилолистоз или грыжи позвоночника, позвоночной ткани или воспаление позвоночной ткани во всех совершенно случаях. Даже если человек говорит, что у меня это периодически, я хочу вам сказать, что это правильно. Обычно любые заболевания позвоночника, они не проявляются одномоментно. Обычно это происходит вот так, через определенные периоды. И, как правило, симптоматика всегда одна и та же, и она связана с вот такой парестезией. Именно поэтому я бы хотел вам дать все-таки совет. Найдите 7 упражнений для позвоночника Андрея Дуйко, используйте их, как я там даю. Найти это можно в виде бесплатного вебинара, который я когда-то проводил. Там я показываю очень несложные 7 упражнений, которые необходимо делать с утра. Из моих препаратов рекомендую принимать препарат Вертебралис по 2 таблетки 3-4 раза в день и мазь, которая называется вертебрализовая. Далее, как можно в домашних условиях и легко почистить сосуды народным способом. Существует народный способ. Этот народный вообще, знаете, для того, чтобы понимать, как почистить сосуды, необходимо рассмотреть вопрос, чем же забиваются сосуды, почему, что это такое. Обычно это связано с заболеванием, которое называется атеросклероз. Одна из проблем атеросклероза — это появление атеросклеротических бляшек. Появление в интиме сосуда, появляются атеросклеротические бляшки. Они обычно происходят, если их рассматривать, то это происходит как накопление липопротеинов, которые склеиваются между собой, которые, скорее всего, несли на себе холестерин, после чего происходит вот увеличение и накопление липопротеинов. Протеины — это белки, между собой они спаиваются, происходит появление бляшки. Это мое мнение, могу сказать, что оно отчасти не медицинское. Что такое холестерин, почему холестерин возникает, и как справляться, и какие есть народные способы, в общем, на что необходимо обращать внимание. Что же это за бич такой? Как известно, холестерин на сегодняшний день выявляется 3 видов. Это холестерин, липопротеины высокой плотности, низкой и очень низкой плотности. Липопротеины высокой плотности — это грубо полезный холестерин, который полезен для нашего организма. Низкой и очень низкой плотности — это плохой холестерин. Холестерин — это жировой липид или липид, который образовывается печенью и который переносится на протеинах, которые называются липопротеинами. То есть протеин, который переносит на себе холестерин. И для чего этот холестерин нужен? Дело в том, что холестерин участвует в формировании клетки во всем организме, и усвоение такого липида холестерина происходит в случае, если клетка имеет высокую эластичность. Высокая эластичность клетки обычно формируется в случае, если нет никаких проблем в организме, которые связаны с коллагеном и формированием коллагена. Весь связочный аппарат в организме состоит из коллагена, и очень часто потеря коллагена приводит к потере эластичности холестерина, к потере эластичности клеток организма, что в итоге приводит к увеличению холестерина. Это, конечно же, очень улыбает, но я бы хотел сказать вам, что это прямо доказательно. Почему я это говорю? Оказывается, в случае, если человек, который страдает увеличением холестерина, начинает принимать статины, то холестерин, конечно же, уменьшается. Но есть такая особенность. В случае, если вы хотите заменить статины и не принимать статины, а заменить их коллагеном, обычно я рекомендую использовать животный коллаген. В случае, если человек начинает использовать или применять животный коллаген, в моей компании животный коллаген называется коллаген
восстанавливающий. В случае, если человек начинает принимать животный коллаген по 1 грамму на 10 килограммов своего веса, допустим, у вас 70 килограмм, это 7 грамм на протяжении дня, в одной таблетке 0,5 граммов, того получается ну где-то в районе, наверное, 14 таблеток, но коллаген можно купить не моей компании, а другой компании, допустим, принимать его где-то 14 граммов в день, то холестерин снижается. Также народные способы снижения холестерина — это уменьшение употребления глюкозы, так как увеличение холестерина очень часто является симптомом сахарного диабета 2 типа. Второе, не стоит забывать о том, что холестерин вырабатывается печенью. Именно поэтому поддержание печени в случае, если у вас высокий холестерин, это условие номер 1. Прием препарата Тантал или можно лекарственного растения, допустим, расторопша или фарм растения какого-нибудь, который может поддержать формирование гепатоцитов в печени. Далее. Холестерин — это холис, это клетка, астерин — это воска. Таким образом, такая клетка воска или восковая клетка, она может уменьшаться и может выводиться и может очищать бляшки в случае, если человек просто каждый день начинает принимать по 1 столовой ложке оливкового масла 2 раза в день. Второй вариант. Холестерин участвует в формировании гормонов. Каких именно? Кортизола. Кортизол, в свою очередь, из него формируются гормоны гидрокортизон, которые участвуют в формировании связочного аппарата суставов. Именно поэтому в случае, если у человека происходит появление заболевания ревматоидный артрит, то количество кортизола уменьшается и вводят в виде гормона гидрокортизон, что производная кортизола. Дальше сам по себе кортизол и его питание холестерином происходит в случае, если у человека активно формируются гормоны эстрадиолы, прогестероны. Это женские гормоны, и тестостерон — мужской гормон. В случае, если происходит замедление выделения данных гормонов, то у человека начинает появляться недостаточность усвоения холестерина. Холестерин низкой, очень низкой плотности, липопротеины низкой и очень низкой плотности начинают увеличиваться, что фактически приводит к появлению атеросклероза. Ну и 2 вещества и 1 действие, которое человек должен навсегда исключить из своей жизни или уменьшить его до максимально низкого уровня. Первое — это курение. Что бы кто ни говорил, курение, конечно же, не особо вредная и плохая привычка, но нужно всегда помнить о том, что если человек курит и делает это активно, независимо от того, курите вы электронную сигарету или курите вы какую-либо другую сигарету, формируется синильная кислота, формируется никотин, формируются вещества горения, канцерогенные вещества. На это все реагирует холестерин, увеличиваясь в объемах. Особенно страшно это курение, которое совмещается совместно с приемом безобидной чашки кофе. Кстати, кофе, которое заваривается в турочке, в нем находится вещество, которое называется кофейное масло. Данное кофейное масло является мощнейшим канцерогеном, которое, конечно же, не послужит тому, чтобы у вас появилось онкологическое заболевание, но вполне может привести в комплексе с выкуренной сигаретой к тому, что у вас появится в дальнейшем повышение холестерина. Именно поэтому людям, которые начинают бороться с высоким холестерином, необходимо знать, что кофе для вас должен быть запрещенным напитком, сигарета уменьшать до максимума, то есть начинать курить гораздо реже, не так часто. Ну и третье — это длительный сон. Чем дольше человек спит, тем быстрее холестерин снижается. Это особенность, которая уже изучена, и в данный момент уже есть
определенные исследования, которые доказывают, что увеличение количества холестерина может быть напрямую связано с циркадным ритмом человека. То есть в случае, если человек полноценно спит целую ночь, то есть он засыпает в 11 часов вечера и просыпается там, 8, 9, 10, уже не особо важно, то этот человек полноценно, проводя ночь в сне, этот человек не имеет высокого холестерина. В случае, если человек имеет высокий холестерин и увеличить у этого человека количество дневного сна или ночного сна, то, как ни странно, холестерин уменьшается, причем эта задача достигается в предельно короткий период времени. Еще раз, если у вас высокий холестерин и развиваются заболевания атеросклероз, окклюзии сосудов, тромбоз сосудов, то вам необходимо знать, что кофе для вас губительно. Для вас губительно употребление курения, уменьшайте эти привычки, увеличивайте сон. Начинайте принимать коллаген и максимально уменьшайте количество употребляемой глюкозы до минимума. Также я рекомендую народный способ, это использование куркумы, чеснока, это использование зеленого чая, это использование сока из помидор, также помидорный суп. Почему помидоры? Там находится ликопин, это вещество антиоксидант, которое великолепно растворяет в себе липопротеины, которые являются бляшками атеросклеротическими. Ну и в общем-то могу очень рекомендовать именно это. С препаратами моей компании рекомендую использовать набор, который называется Гворгин, а также атеросклеропатин. Это препараты, которые можно принимать по одной таблетке 3 раза в день, которые достаточно эффективно и в короткий срок могут помочь справиться, в том числе и с высоким холестерином, если принимать совместно с коллагеном. Ну и, конечно же, справиться с атеросклеротическими новообразованиями. Если вы утром просыпаетесь и делаете глубокий выдох и короткий вдох, а на ночь глубокий вдох и короткий выдох, то усталость исчезнет. Правда. Вот попробуйте. Утром просыпаетесь и делаете так. А перед сном сядьте и сделайте ну хотя бы 30-40 раз длинный вдох, короткий выдох. Вот так. Если делать вот такие дыхательные упражнения, то быстро усталость уйдет. На ночь холодный душ, утром горячий душ. Натусик Бобровская. У меня вопрос, когда закончится война с агрессором? Война с агрессором, оккупантами Российской Федерации закончится в 2023 году в феврале, в конце февраля. Косточки на ногах лечатся. Можно это делать без операции. Вообще есть народный способ такой. Можно, конечно, всем нам улыбнуться и не поверить, тем не менее работает достаточно эффективно. Нужно купить медную монетку и взять молоточек. Наложить медную монетку с одной стороны косточки, очень мягко ударить молоточком. После этого другой стороной монетки приложить другой косточке и ударить молоточком. После этого этот пятачок нужно выбросить на перекрестке. Не обязательно. Можно просто бросить куда-нибудь под дерево. Там любое место. Можно на перекресток бросить просто и все. Также в случае, если медной монеты нет, то можно... Вообще медная монета, чем стариннее, тем быстрее работает. А вот в случае, если использовать просто медный кусочек, то этот кусочек должен быть круглой формы. Вы понимаете, народ не обмануть, а также вот такие народные способы, они иногда достаточно... лучше работают, чем ненародные. Как это устроено, почему, объяснения этому пока еще нет. Человеку можно. Первое — это прикладывание горчичника на уровень горла. Второе — это натирание лба и натирание носа вот таким образом Т-образным. Точка, которая находится вот здесь вот у нас в центре груди, мягкая точка, самая болезненная.
Когда человек не болеет заболеваниями легких, эта точка у него, она не болит, она не болезненная. Но в случае, если у человека начинает появляться инфекционное заболевание, какое-либо коронавирус, там, вирусное заболевание и что-либо еще, то данная точка становится болезненной. Ее необходимо массажировать, также ее необходимо смазывать ментоловой мазью или камфорным спиртом, чем-нибудь, что может ее разогревать. Далее, для того, чтобы увеличить сатурацию, необходимо вдоль позвоночника делать покалывающие движения. То есть у детей глисты, что происходит? Пятна под глазами. Понятно? Поэтому если пятна под глазами, не пятна под глазами, а темные, как бы впавшие глаза. Если темные впавшие глаза, то это ребенка ночью мучает аскариды, видимо. И он ночью начинает чесать там сфинктер заднего прохода. Ему это не доставляет там удовольствия, не может никак заснуть. Его какое-то время это беспокоит. Но это же неправильно, что в этот момент мы должны подозревать почки. В этот момент мы должны подозревать аскарид. После этого пролечить правильным курсом лечения. Знаете, какой самый простой способ вывести всех глистов из организма? Обыкновенное принятие белой глины. Белая глина убирает все виды глистов из организма, включая заболевания глистов в печени, в голове и еще где-то. Но, во-первых, глина не должна быть токсичной. Она не должна быть токсичной. И я в этом случае рекомендую вам глину белую, которая называется каолин и продается в моей любимой компании Тибетская формула. Почему? Она изготовлена правильно, она проходит радиоактивный контроль. Знаете, если вы не верите, я могу вам показать, как можно запечатать мусор, который мы насобираем на улице, в пакетике и уже послезавтра продать в аптечную сеть. Я знаю, как это делать, как никто. Я говорю это серьезно. И поверьте мне, на этом мусоре укажут, что он был собран правильно, что он радиоактивно безопасным. Почему? Бабло побеждает зло. Поняли? Поэтому, если платить, то это все можно продвинуть в любом месте, в любой стране. Поэтому, когда мы приходим, начинаем там верить или не верить, я вам говорю так. Если нету директора, и вы не смотрите ему в его глаза, и он не несет ответственность, тогда доверять не стоит. Здесь вы видите владельца компании, который вытаращенными глазами убеждает, что наша глина самая лучшая. Все претензии готов выслушать в дальнейшем, если будут такие. 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Принимать нужно это 15 дней. Сразу же хочу вам сказать, какие противопоказания? Наличие гипертонического заболевания сердца. При гипертонии нельзя. Какие показания при заболеваниях туберкулеза и заболеваниях легких, эмфизема и так далее? Глина первое дело. Вообще, в случае, у меня недавно была такая ситуация. Мужчина позвонил и говорит: Андрей Андреевич, я ваш ученик, но очень сильно выпиваю алкоголь. Как начинаю, 3 недели и не могу ничего сделать с собой. Что мне делать? Я говорю ему: попей глину. Он говорит: какую глину? Я говорю, ну, выпиваешь, тут же наболтай себе вот в стаканчике и выпей. Что тебе мешает? Между приемом порции веселящего вещества принимай белое вещество. Тебе какая разница, все равно пьешь. Говорит: ну ладно, пришел, сам не пришел, там подругу прислал. Пришла такая же, знаете, совсем. После этого размешали, вчера приходил днем сюда, сел и говорит: у тебя что, глина заколдованная? Я говорю: почему? Говорит: выпили, мгновенно отпустила похмелье, и говорит, мгновенно все перестало тошнить, все перестало болеть, и говорит, вообще отпало желание выпивать. И отвращение. И это говорит, что за 1 раз возможно? Возможно. Представляете? Возможно. Подпаивайте, ужас, какое слово плохое, подпаивайте тех людей, которые выпивают в вашей семье вот такой белой глиной. Пусть пьют, ничего страшного. Вы увидите, как белая глина убирает у человека возможность в дальнейшем курить и принимать алкоголь. Не напрасно я говорю очень часто такие слова. Бог создал человека из глины, поэтому
человек есть прообраз энергии вот этой вот глины. Вы знаете, она, вероятнее всего, имеет еще и определенную какую-то или эзотерическую, или духовную силу, потому что очищает человека от грязи. От любое отравление глина, она самый лучший сорбент. У нас в семье ребенка отравление, глина, это же лучше, чем давать ему антибиотики. Понимаете? Дальше там жена заболела, первое, что даем, глину. Там где-то что-то заболело, сразу же глины намешали, отравились, глины намешали. Там кто-то очень сильно там отравился после алкоголя, глины намешали. Знаете, помогает во всех случаях. Вообще считаю, дома все-таки вот такую баночку есть смысл иметь. У меня часто запоры, не переваривается пища, быстрая утомляемость склонит ко сну. Это, скорее всего, связано с инсулинорезистентностью, развивающимся заболеванием сахарный диабет второго типа. Постарайтесь максимально уменьшить количество употребляемой пищи раз. Второе. Не ешьте ни в коем случае сладкую пищу. Уберите глюкозу и любую глюкозу на 1 год даже, вот на такое время. Третье. Постарайтесь есть меньше соли. Четвертое. Не ешьте колбасные изделия, не ешьте конфеты, шоколад. Пятое. Не употребляйте ни в каком виде алкоголь. Шестое. Не ешьте свинину. Седьмое. Уберите белый хлеб. Если не можете справиться без хлеба, ешьте только черный. Восьмое. Не ешьте молочные продукты. Всю остальную пищу, которую я не перечислил, можете употреблять в любом количестве. Это должны быть конкретные препараты, которые могли бы восстанавливать функцию поджелудочной железы. А функций много. Это островки Лангерганса, это трипсин, это пепсин, это соляная кислота, которую должна выделять поджелудочная железа в 12-перстную кишку и так далее. То есть там процессов много. И вот эти процессы, они должны быть активными и быть постоянными. Она должна реагировать. Вот если она реагирует неправильно, начинаются боли. Под правой лопаткой, под левой начинается невралгия, появляются боли в позвоночнике, в пояснице, еще где-либо. И что в этот момент я рекомендую принимать? Друзья мои, у вас болит позвоночник, принимайте мой препарат Панкресорб. Панкресорб. По 2 таблетки 2 раза в день на протяжении 1-2 месяцев. Не лечите никак позвоночник. Через 2 месяца не будет. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как веревочку для пользы легких завязывать. Веревочку необходимо брать розового цвета и обвязывать поясницу. Розовая веревочка, обвязанная вокруг поясницы, убирает заболевания легких. Зеленая убирает заболевания позвоночника. Желтая устраняет заболевания цистит и улучшает работу почек. Синяя улучшит работу почек заметно. Также синюю веревочку можно обвязать вокруг запястья левой руки, тогда почки начинают работать гораздо сильнее. Вот кто-то говорил, что ночью начинаете ходить в туалет и часто мочеиспускание. Обвяжите кисть левой руки синей веревочкой или синей нитью в несколько слоев. Все равно на сколько узлов завязать и носите просто на левом запястье. Можете взять железную проволочку или железную проволочку от ключей, одеть на мизинец левой руки. Это тоже улучшает работу почек. Как это работает с позиции традиционной медицины, объяснить невозможно. Тем не менее, много лет работы и советы людям. Как по мне, то все равно, как это работает. Как самовнушение, как плацебо, как угодно. Но если это помогает, и я вижу, как это помогает на протяжении, сколько я лет работаю, наверное, лет 12 уже провожу эти семинары.
и за 12 лет я увидел огромное просто количество людей благодарных, то это говорит о том, что не имеет значения, как это работает, верит, не верит человек, там все равно работает, то есть как-то это работает, пусть это существует. Я не считаю, что человек должен надеть железное колечко на палец левой руки и уже не посещать нефролога. В случае, если проблема основательная, если она требует уже прямо тотального контроля и тотального, наверное, лечения, то рекомендую все же обратиться к врачу. Одним словом, в случае, если вас нужно спасать, то, наверное, вам нужны не ниточки, а, наверное, нужен полноценный врач или полноценный доктор, возможно, хирург или, возможно, кто-то, кто может вас спасти. В случае, если это все терпит, и вы находитесь в состоянии, и вам необходима поддержка каким-то образом, и у вас нет возможности, денег и так далее, то вот такие народные средства, они в действительности могут иметь такой продолжительный, долгий и очень хороший эффект. Нижнее давление высокое, с чем это связано? Это связано со спазмированием сосудов, и как раз вот это давление и показывает нам просвет в наших сосудах, насколько он там хорош или плох. Там писала женщина: Андрей Андреевич, помогите, очень воспалились вены на ногах, ничего не могу с этим сделать, что же предпринимать? Вены на ногах воспалились, лечите их медом. Берете полоску ткани, смазываете медом, желательно темного цвета, вот гречичный есть такой мед, и обертывание делайте на целую ночь, вот медом к телу и сверху там бинтом. И после этого увидите, желательно это делать вот как раз начиная с полнолуния и на снисходящую луну. Почему-то это лучше работает. Вот если так делать, очень помогает. Прям хороший рецепт. Сложное заболевание, лимфостаз необходимо, невозможно вылечить лимфостаз, не голодая. Необходимо брать один день, допустим, либо четверг, либо вторник, и на протяжении дня ничего не есть и не пить. В это время взять хозяйственное мыло, намылить воду и вот этой водой намыленной пеной натирать место лимфостаза. При лимфостазе очень хорошо устраняется лимфостаз в случае, если принимать семена льна. То есть их заваривать, 1 столовая ложка на стакан воды, после остывания съедать вот 1, 2 или даже 3 раза в день. Семена льна, семена укропа и семена белого тмина. Тоже делают из них порошок. 1 чайная ложка смешивают с молоком и тоже выпивают. Вкусно получается. Я слышал, когда-то рассказывал. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, есть ли противопоказания приема масла тмина? Есть противопоказания. Это климакс, это психоневроз, это агрессивность, это депрессия, любые психические заболевания. При психических заболеваниях, также при заболеваниях с высоким потоотделением, при гипертоническом заболевании сердца масло черного тмина пить нельзя. Когда его нужно принимать? Масло черного тмина нужно принимать в случае, если у человека есть ощущение холода, замерзания, худобы. Кстати, прием масла черного тмина повышает иммунитет. И вы должны знать, если повышается иммунитет, увеличивается вес. Если снижается иммунитет, вес падает. Поэтому человек, который болеет заболеванием онкологии, обычно сталкивается со снижением иммунитета, что приводит к его похудению. Также при агрессивных формах туберкулеза человек худеет и так далее. Есть очень хороший, мной зарекомендованный способ или мой метод. Вот сейчас есть обсуждение на каналах, которые я веду. Это канал Андрей Дуйко официальный, это школа Кайлас, это канал Магия, это канал Тибетская формула. И периодически возникают такие вопросы, которые связаны с недоумеванием: Андрей Андреевич, почему вы помолодели, с чем это связано и так далее. Для того, чтобы понять, с чем это связано, вам необходимо найти мое видео, которое называлось «Инсулинорезистентность». Во время проведения данного семинара я объяснял, что инсулинорезистентность — это заболевание, которое связано с практически большинством эндогенных факторов, то есть возникающих внутри человека сбоя гормональных состояний или гормональных или эндокринных систем,
как правило, связано с ожирением и, как правило, связано с переизбытком углеводов в рационе питания. И на протяжении вот этого времени, а я там говорил, что вот сегодня апрель, по-моему, там было 5-6 апреля, вот сегодня апрель, и я прямо с сегодняшнего дня перехожу на питание, которое называется питание при инсулинорезистентности. Что я убрал из своего питания? Я убрал полностью сладкую пищу, то есть я не ем сладкую пищу. В случае, если я употребляю белки, такие белки, как, допустим, мясо или рыба, то я считаю, сколько грамм я употребляю. Допустим, если я употребляю 100-200 граммов на протяжении дня или 300, то дополнительно увеличиваю количество приема жидкости, увеличиваю на 100 граммов 1 литр. То есть, если у меня 300 граммов белка, то тогда я в течение дня должен выпить 3 литра воды. Сладкие яблоки на ночь я не ем. Если ем сладкое, ем только в первой половине дня. В обед я пью подкисленную воду, что позволило мне очистить почки и улучшить общее самочувствие, общее состояние. Также я пью в течение дня немного подкисленную воду, потому что подкисленная вода приводит к тому, что в почках не образовываются кальциево-фосфорные соединения. Также выполняю периодически, где-то 4 раза в день, дыхание, которое называется дыханием Патрула Далкара. Что это за дыхание? Сейчас вам хочу немного о нем рассказать. В момент того, когда сейчас большое количество людей болеют вирусами, есть сейчас новые вирусы, и наблюдая за прогнозами, которые ставят знаменитые врачи, вирусологи, говорят о том, что на сегодняшний день происходит существенное уменьшение заболеваний коронавирус. Особенно это происходит в Японии, то есть почему-то вирус в один день исчез или в один день пропал. Также с успехом появились новые противовирусные препараты, которые используют сейчас в Российской Федерации. Это противовирусные препараты, которые вводятся назально, то есть это капли для носа. Это существенно облегчает возможность прививания человека, что, в общем-то, очень похвально. И я всегда знал, что наука в Российской Федерации не стоит на месте и работает в этом направлении. Ну и третье, это и противовирусные препараты, ну и так далее. Ну и хотелось бы сказать о том, что в случае, если человек чувствует первые элементы недомогания, то есть у него появляется потеря обоняния, потеря общей физической активности, усталость, и он ощущает, что у него появляются воспалительные процессы носоглотки, или кашель, или сухой кашель, или там, начинает по ночам болеть суставы и так далее. Что этому человеку необходимо делать? Наряду с общим соблюдаемым человеком постельным режимом и увеличенным приемом витамина С, который рекомендуют врачи, я рекомендую периодически, а именно 4-5 раз в день, заниматься дыханием по Патрулу Далкару. Данное дыхание, оно не связано ни с увеличением сатурации, ни с увеличением потребления кислорода, ни с выведением углекислого газа. Оно не является не закисливаемым, не защелачиваемым и так далее. Данное дыхание — это дыхание, когда человек становится или встает, просто принимает позицию стоя, ноги немного на ширине плеч, открывает как можно шире рот и начинает немножечко приседать. Когда человек начинает немножечко вставать и приседать с открытым ртом, то его диафрагма, она начинает раскачиваться вверх и вниз. Когда она раскачивается вниз, то она создает процесс втягивания кислорода в легкие, в самые нижние отделы. Кстати, это очень важно для людей с поражением нижних отделов легких. И активации или стимуляции движения лимфы от конечностей к центру селезенки и от центра поджелудочной железы или там от средостений легких к окончаниям нервных, к конечностям.
И вот такой метод дыхания, он не должен создавать у человека состояние усталости. То есть это естественное дыхание, сидя его сделать, к сожалению, невозможно. Еще раз, выполнять его несложно, пятки при этом не нужно отрывать от земли, очень сильно приседать не нужно. Здесь очень важно просто очень широко открыть рот. Делать это необходимо в расслабленном состоянии, руки лежат на бедрах или там свободно свисают вдоль тела. Вот такое дыхание от 1 минуты до 7 минут, может и в виде циклов, допустим, 4 цикла на протяжении 1 дня, позволяет человеку очень существенно и заметно улучшить не только свое физическое состояние, а еще и внешний вид, еще и общее состояние психическое, улучшается сон, появляется энергетика. Очень рекомендую. Метод, который изобрели йоги, и который помогает человеку действительно справиться с такими заболеваниями, как гипертоническое заболевание сердца, атеросклероз, высокий холестерин. Существует определенный вид дыхания. Его очень несложно практиковать. Я даже видео записал. Выполнять его можно вот утром и вечером, но если вы выполняете его в утреннее время, после его практикования выпивайте 1 стакан теплой воды, а если вы это делаете вечером, то 1 стакан прохладной воды. Таким образом необходимо его выполнять. Выполнять его очень несложно. Необходимо немного поднять голову вверх и через зубы или через губы вдохнуть воздух и задержать. Вот так. Досчитать до 10, посмотреть прямо и выдохнуть. И сделать так от 1 минуты до 3. Выполняйте так утром. Очень рекомендую. Второй метод. В свое время я разработал метод, который я называю методом Тибета. По-другому это аббревиатура слов, который звучит так: тянись, иди, беги и дыши. Данный метод позволяет абсолютно каждому человеку, у которого есть проблемы опорно-двигательной системы, кстати, немножко отвлекусь и все-таки договорю. Также у человека есть место, которое в китайской медицине описано. Это место или эта точка находится в точке на центре груди. То есть если потыкать по центру груди, по кости сращивания мышечных тканей на груди, то здесь появляется такой вот мягкий узел. У одних людей он 1, у некоторых бывает 2. Необходимо найти там, где находится данный узел, и массаж данного узла у человека, который здоров и который не болеет вирусными заболеваниями, обычно происходит в мягкой форме, то есть не вызывая никакой боли. У человека же, у которого появляется заболевание легочное или заболевание вирусное, любое прикосновение к данному месту или к данной точке вызывает болезненное состояние. Я хочу вам сказать, что стимуляция данной точки в виде вот такой вот несложной пальпации, в виде вот такого несложного массажа в одну сторону и в другую может существенно улучшить состояние иммунитета и помочь человеку быстрее справиться с вирусной нагрузкой. Не забывайте об этой точке, каждый день ее массажируйте, вы заметно улучшите свой иммунитет и улучшите общее свое состояние. Далее, третье. Вернемся все-таки к методу Тибет. Тянись, иди, беги, дыши, Тибет. Избавишься от сотни бед. Каким образом это делается? Итак, первое, трясись, вернее, не тянись, а трясись. Первое, что начинает делать человек, стоя, ноги на ширине плеч, вытягивая руки перед собой, делает человек вдох и потряхивает своим телом. Выполнять это необходимо 3-4 раза в день, 3-4 раза за один подход. После чего, когда человек потрусился, он должен начать идти. Просто возле стены. Идет, высоко поднимая ноги. После чего, когда он идет какое-то время, он должен начать бежать. То есть более быстро поднимать ноги и бежать на одном месте. И в конце это все завершается активным дыханием. Вот по Патрулу Далкару. Человек открывает широко рот и начинает активно дышать. После чего необходимо взять часы, приложить пальцы к своему пульсу и замерить свое
и замерить свой пульс. В случае, если ваш пульс более чем 120, то вам необходимо предварительный цикл «тряси, сиди, беги, дыши» уменьшить, то есть не делать его так интенсивно. Также дождаться момента, когда пульс придет к норме, то есть по-другому будет не более 90, после чего вновь приступить к выполнению данного упражнения. После такого упражнения очень хорошо полежать какое-то время, там 5-6 минут. Что это? Какие происходят изменения? Потрясающие, прямо невероятные изменения по опорно-двигательной системе. Были такие люди, которые использовали данный метод, и я с этими людьми занимался, когда принимал в Киеве. И могу сказать, что были дети, да и взрослые, у которых исчезали заболевания, которые имели хроническую форму, допустим, там сколиоз, который никто не мог, там, человеку никто не мог помочь. Исчезали заболевания там подагра стопы, там артроз тазобедренного сустава, там хронический спондилез или там грыжи и так далее. То есть выполняя только это упражнение, его выполнять сложно и не хочется этим заниматься. Но когда мы сталкиваемся с острой болью, когда мы сталкиваемся с проблемами своего здоровья, то здесь уже приходится выбирать, и приходится выбирать между терапией. И в случае, если у нас есть силы и возможности самостоятельно самим себе помогать, то необходимо иметь такой вот инструмент. Вот от меня вам такой инструмент, используйте и первый, и второй метод очень быстро. На протяжении 1-2 недель вы четко заметите яркое улучшение своего общего самочувствия. В случае, если человек принимает алкоголь не длительное время и принимает его не в высоких дозировках, а я рекомендую принимать алкоголь выше 40 градусов, то такой алкоголь способен очищать сосуды от бляшек, которые находятся в сосудах. Так, при заболеваниях, которые связаны с сосудами и даже атеросклерозом, небольшое количество алкоголя без закуски на протяжении дня в разное время, обычно я рекомендую это делать там 10-30-50 грамм, после каждого приема не закусывая, и делать это там каждые там, допустим, 3 раза в день, там, утром, в обед и вечером в разное время, но при этом делать так, чтобы быть голодным до приема и быть голодным после. И алкоголь необходимо принимать хороший, такой как виски, допустим, ирландское, от которого неплохо потом. Такой алкоголь на протяжении 5-10 дней способен существенно улучшить состояние сосудов. Альфа-липоевую кислоту, принимайте препарат Гворгин. Также обязательно, вот я сегодня говорил, сливочное масло на хлеб и сверху мед. Ешьте это 3-4 раза в день. Чтобы голова не кружилась, народный способ есть такой. Поможет использование, есть створки арахиса белые. В случае, если арахис выкапывают из земли, это же корень получается, его достают, когда из земли, то он в такой белой створке. Когда эту белую створку лущат, то из нее вынимают уже ядра арахиса. Вот такую белую створку необходимо отмыть, перемолоть на кофемолке и заваривать 1 столовая ложка на стакан воды и пить вот такой завар 2 раза в день. Исчезает головокружение, очень улучшается состояние зрения, очень помогает при шуме в голове и даже помогает при агрессивных вспышках. Как убрать папилломы? Есть хороший народный способ. Это йод, смешанный с чесноком. Берется один чеснок, из него достается сок или мякоть, смешивается с йодом. Там, любые виды йода, которые продаются в аптеке, смешивается напополам ватным тампоном или ватной палочкой, делается аппликация, то есть смазывается папиллома. Обычно она исчезает на протяжении 3-4 дней. Ну, бывает, что неделя. Но это возможно в случае, если человек полностью убирает или переходит на диету, приближенную к кетоновой диете, максимально уменьшая количество употребляемых углеводов. И, естественно, там, меда по возможности тоже. Таким образом, можно избавиться в том числе и от внешних папиллом, и в том числе избавиться от папилломавируса. Народный способ такой
который может помочь избавиться от цистита. Он действительно очень помогает. Необходимо 2 или даже 3 раза в день съедать 1 столовую ложку сливочного масла без горки. И вот так выпиваете сливочное масло и через 1-2 минуты выпиваете сырое яйцо. Это необходимо делать 2 или даже 3 раза в день на протяжении 1 недели. Вот такие проблемы, как хронический цистит или даже пилонефрит, который у вас, ну, скорее всего, цистит, исчезнет. Это действительно очень эффективный метод, рекомендую. Кстати, по поводу вот такого рецепта, я очень рекомендую его использовать и тем людям, кто страдает мочекаменным заболеванием. Формирование камней, формирование конкрементов в почках, почных лоханках. Я очень рекомендую использовать вот как раз вот такой рецепт. Также принимать Стакана, еще раз хочу сказать, 1 столовая ложка нашатырного спирта разводится в пол-литра водки, желательно хорошего качества, после чего 1 столовая ложка уже данной смеси разводится в 1 стакане теплой воды, принимается на протяжении дня по чуть-чуть, 1 стакан 1 раз в день. Необходимо выпить в месяц только 3 стакана. Желательно это делать 1-й, 2-й и 3-й день, после чего месяц перерыв. На 2-й месяц необходимо повторить и на 3-й месяц повторить. Вот если сделать это 9 раз за 3 месяца, ну, то есть выпить грубо 9 стаканов за 3 месяца, то через 3 месяца можно идти и смотреть на ваши почки. То есть если у вас мочекаменная болезнь, то там проблем этих не будет. И второй вариант. панические атаки, что делать? Дайте какой-нибудь нестандартный способ. Смотрите, как только у человека появляется паническая атака, что ему необходимо делать? Паническая атака — это смещение референтного индекса восприятия себя во внутреннюю часть вашего тела. То есть человек начинает ощущать, что что-то происходит в его теле, и это называется нагнетание. То есть он начинает себя нагнетать. Такие исследования очень часто заметны. То есть когда человек ждет экзамен, он нагнетает себя, что может вызвать сердцебиение, может вызвать у человека даже потерю сознания за счет выделения адреналина, сжатия сосудов, может повышаться желание сходить в туалет, активность мочевого пузыря или толстого кишечника, у человека может появиться метеоризм в это время и так далее. Я вчера наблюдал картину. При высоком давлении не рекомендую использовать данное средство. Как оно готовится? Он рекомендовал это использовать таким образом. Необходимо взять растворимый кофе, 1 чайную ложку и добавить 2 столовые ложки лимона или лимонного сока из настоящего лимона, а еще лучше лайма. После чего добавить 1 чайную ложку меда и залить это холодной водой 2 стаканами. После чего медленно через трубочку на протяжении дня пить в одно время или 2 раза в день или даже 3 раза в день. Это имеет свое объяснение. И мед — это калий в высоком количестве, кофе — антиоксидант, который проникает в сосуды, при этом является вазодилататором, то есть расширяет сосуды, не приводя к тому, чтобы где-то происходило накопление холестерина или формирование холестериновых бляшек. Ну и лимонная кислота — это аскорбиновая кислота прежде всего, которая может приводить, тоже является антиоксидантом. В случае, если взять шелуху лука, заваривать шелуху лука 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка и принимать вот такую шелуху лука по полстакана 2 раза в день, то это устраняет следующие заболевания. Устраняет альминорею, то есть в случае, если у женщины есть нарушение цикла, то восстанавливает такой цикл. Второе, в случае, если спринцеваться таким составом, то устраняет такое тяжелое заболевание, как поражение эндометрия, общий эндометриоз. То есть можно полечить эндометриоз, но я рекомендую использовать следующий состав. Допустим, вы заварили 1 столовая ложка на 1 стакан кипятка шелухи лука, после чего, когда она настоялась, необходимо брать 1 столовую ложку данного раствора на 1 стакан теплой воды и добавлять туда по 2 капли ароматических масел, аниса, нероли, жасмина и чайного дерева, и вагинально спринцеваться, можно заболевание позвоночника.
Конечно же, можно сказать, что, конечно же, любой врач вам скажет, что вылечить ниткой позвоночник невозможно. Тем не менее, тибетская медицина считает все совершенно по-другому или считает все иначе и говорит, что это сделать все-таки можно. Ну и тут вот ряд таких механизмов или нюансов. Вот можно ли какие-либо органы полечить еще с помощью нитки? Каким образом это необходимо или можно сделать и что может человеку помочь? Итак. Допустим, хотелось бы дать некоторые вот знания, которые посвящено вот этой технологии лечения нитками. Также мне хотелось бы сегодня дать вам идеи питания, которые есть в механизме тибетской медицины. Механизм тибетской медицины очень необычный, и мне бы хотелось сказать, что я не претендую на то, чтобы это было панацеей от заболеваний. В случае, если вы болеете, в случае, если у вас есть возможность обратиться к врачу, обязательно это делайте. Но в случае, если у вас такой возможности нет, вы живете там где-то на крайнем севере или у вас нет финансовых возможностей воспользоваться услугами врача, то как, наверное, один из вариантов можно использовать лечение нитками, лечение определенными видами питания и так далее. От себя хочу заметить, что в свое время достаточно активно пользовался и пользуюсь на сегодняшний день сам всеми этими рекомендациями. Сегодня я их постарался классифицировать и для вас выпустить данный вебинар. Итак, начнем все-таки с теории ниток и каким образом можно лечить с помощью ниток определенные заболевания. Смотрите, если у человека, допустим, есть... Сейчас, одну секунду. Если у человека есть определенные заболевания, сегодня я о них буду говорить, то какими ниточками можно полечить, как лечат ниточками, это обвязывают ниточки вокруг больного органа. Помните, я говорил, что в случае, если у человека есть заболевание, допустим, заболевание позвоночника, то достаточно обвязать вокруг живота зеленой нитью и носить эту зеленую нить какое-то время, чтобы заболевания позвоночника исчезли. И сегодня мне бы хотелось более подробно остановиться на этом и дать вам некоторые рекомендации, которые связаны с вот таким нетрадиционным методом лечения. Почему я решил говорить о зеленых нитках? Дело в том, что очень много людей воспользовались механизмом лечения себя зелеными нитками, и огромное количество людей в ходе эксперимента с использованием зеленых ниток написали очень гарантированные такие или подтверждающие эксперимент отзывы о том, что зеленая нить действительно убрала у меня заболевание позвоночника и так далее. В дальнейшем я рекомендовал использовать синюю нить в случае, если у человека есть отечность и так далее. Так вот, существует целый принцип. Это принцип лечения человека с помощью нитей. Сегодня я остановлюсь на этом принципе более подробно. Также расскажу, какому органу соответствует какой вид питания, что необходимо принимать или какие необходимо принимать, по моему мнению, продукты питания. И в случае, если человек болеет чем-либо, какие продукты питания ему необходимо категорически убирать, когда полезен голод, ну и так далее. Ну что, давайте попробуем начать. Итак, вы помните о том, что я когда-то говорил, о том, что зеленая нить может помочь человеку избавиться от заболеваний позвоночника. Но в случае, если у человека есть проблемы, которые связаны с недостатком мозговой деятельности, то есть в случае, если у человека есть непроходимость нервной системы, такие заболевания, как, допустим, Альцгеймера, Паркинсона, в этом случае необходимо носить зеленую нитку. Также зеленая нитка поможет вам вылечить глаза, поможет вам вылечить позвоночник, поможет вам с альминареей, поможет при заболеваниях опухолей и так далее. Но в случае, если у вас перевозбуждение мозга, в случае, если вы не спите, в случае, если вы не можете долго успокоиться, при психических заболеваниях, депрессии, зеленую нить носить не стоит. Необходимо вместо зеленой нити одевать сиреневую нить или такую
или розовую, сиреневую или розовую. Одним словом, в случае, если человек носит зеленую, он восстанавливает движение токов и возбуждает эти движения и токи вдоль нервных тканей. В случае, если он одевает сиреневую, то успокаивает. Таким образом, если одеть сиреневую нить, если у человека есть депрессия, в случае, если одеть вот такую розовую или сиреневую нить на запястье, на шею и еще куда-то, это может помочь человеку избавиться от ряда проблем, которые связаны с мозгами, от ряда проблем, которые связаны с высоким давлением в глазах. Смотрите, в случае, если у вас высокое давление или макулодистрофия, то вам необходимо носить розовую или сиреневую ниточку. В случае, если у вас катаракта, то можно одевать зеленую. Можно ли одевать одновременно и зеленую и розовую? Можно одевать и зеленую и розовую. Таким образом, человеку можно, зеленая нить будет помогать избавиться от заболеваний позвоночника, в то время как розовая нить будет помогать восстанавливать кровообращение в мозге, будет помогать восстанавливать зрение, улучшит состояние слуха, улучшит состояние запоминания, исчезнет тремор и так далее. Надеюсь, вам это интересно. Далее. Я считаю, что человек может одевать белую нить на себя в случае, если у человека есть такие проблемы. Проблемы щитовидной железы, проблемы сердца, проблемы гомеостаза или гомеопоэза, то есть высокое или низкое железо в крови. В случае, если у человека есть проблемы сосудов. Таким образом, в случае, если человек будет одевать белую ниточку, ему будет становиться лучше. Также я хочу вам сказать, в случае, если у человека гипофункция, необходимо носить белую ниточку или желтую ниточку. В случае, если у него гиперфункция, необходимо одевать черную нитку. Таким образом, если у человека есть заболевание гипертония, такому человеку хорошо носить при заболевании гипертония, такому человеку хорошо носить белые ниточки на себе. При сердечной недостаточности хорошо носить черную ниточку. Также можно носить и при ишемическом заболевании сердца и гипертонии, можно носить связанную между собой и желтую ниточку, и черную в виде косички. Таким образом, для лечения щитовидной железы желтая и белая ниточка, для лечения суставов, для лечения сосудов, для лечения сердца, для лечения крови необходимо одевать белую ниточку. Дальше поджелудочная железа, желудок, гормоны, вернее селезенка и лимфатическая система. Необходимо носить зеленую салатовую ниточку. В случае, если у человека есть заболевание панкреатит, в случае, если у человека повышенная кислотность, в случае, если у человека увеличенная селезенка, в случае, если у человека есть лимфатические заболевания, увеличенные лимфатические узлы, в этих всех случаях необходимо носить светло-салатовую ниточку. В случае, если у человека сахарный диабет первого типа, в случае, если у человека желудок с низкой кислотностью, если у него пища не переваривается, в случае, если очень слабая иммунная система, то необходимо носить фиолетовую нитку. Дальше. В случае, если у человека есть заболевания надпочечников, заболевания почек, мочевого пузыря, заболевания половых органов, в случае недостаточности необходимо носить красную ниточку. Недостаточность гормонов надпочечников, появляющиеся заболевания почек, появляющиеся заболевания половых органов, появляющиеся заболевания суставов. В случае, если есть заболевания половых органов, суставов, надпочечников и почек, носите красную нитку. В случае, если есть у вас заболевания, там, допустим, очень увеличивается в объеме жидкость в ногах. В случае, если у вас увеличиваются вены, то необходимо носить синюю ниточку или голубую, связанную между собой с красной ниточкой. Далее. В случае, если у вас есть проблемы половых органов, печени, желчи, желчного пузыря, также вен и мышц, вам необходимо носить желтую ниточку. В случае, если у вас есть недостаточность в печени, в случае, если печень увеличена, есть жировой гепатоз,
в случае, если у вас желчь не отделяется, в случае, если у вас там недостаточно работают хорошо мышцы, в случае, если есть мышечная ригидность, то неусвоение белка происходит, то вам необходимо одевать вместе с желтой ниткой темно-синюю. Также вся система, допустим, система половых органов, гормонов половых органов, печени, желчи, вен, мышц и желчного пузыря, это две ниточки желто-синяя, связанные между собой в косичку. И последняя система, это система иммунитет, толстый кишечник, кожа, слизистые оболочки, легкие и гормоны иммунной системы. Здесь необходимо носить синюю или желтую ниточку, или желто-синюю ниточку между собой связанную. Таким образом, теперь вы знаете, какие использовать ниточки в ходе лечения заболеваний. Итак, мои рекомендации. В случае, если есть заболевание позвоночника и мозга, зеленая ниточка. В случае, если есть заболевание сердца и сосудов, белая ниточка. В случае, если есть заболевание поджелудочной железы, желудка, селезенки и лимфатической системы, фиолетовая ниточка. В случае, если есть заболевание почек, мочевого пузыря, надпочечников, костей и половых органов, красную ниточку. В случае, если есть проблемы половых органов, печени, желчного пузыря, вен, мышц и самой печени, желтую ниточку. В случае, если есть проблемы толстого кишечника, кожи, слизистых оболочек носа, легких, а также иммунитета, синюю ниточку. Ну вот где-то так. Дальше увидели, как я похудел, и, наверное, увидели, как помолодел. Во всем этом есть связь. Эта связь связана с тем, что я начал ограничивать употребление углеводов. Это началось в тот день, когда я провел семинар, который назывался «Инсулинорезистентность». Во время этого семинара я сказал, что с сегодняшнего дня я тотально убираю из своего рациона углеводы. С момента этого семинара, который проходил в апреле, прошло апрель, май, июнь, июль, август. Прошло 4,5-5 месяцев. Какие результаты? Со 110 килограммов на 98. Далее, какие препараты начал принимать? Я начал принимать препараты Тутус, Асинкуты, 2 таблетки 3 раза в день. Житидан, 2 таблетки 3 раза в день. Цистин, 1 таблетка 3 раза в день. Далее, я принимаю Бирол по 30 капель на ложку воды 2 раза в день. Также я принимаю коллаген, восстанавливающий, по 2 таблетки 3 раза в день. Эффект. Утром просыпайся, никаких болей, отеки исчезли, вес снизился. Постоянно ощущение, будто ты отдохнувший. Утром встаешь отдохнувший, вечером ложишься отдохнувшим. Длительность сна улучшилась, увеличилась. Нервное состояние улучшилось, появилось какое-то состояние терпимости, ровности, теплости, такого радушия, радости и так далее. Таким образом могу сказать, что данный курс могут использовать все люди, у которых есть желание привести себя очень быстро к состоянию омоложения, и вот вы можете использовать мой курс. Сам для себя я использовал дополнительно еще препарат, который называется метформин медицинский. Я принимал его 1 таблетку 2 раза в день перед завтраком и перед ужином на протяжении 2 месяцев. То есть этот месяц и прошлый. Это тоже послужило улучшению общего самочувствия, снижение подкожного жира и так далее. Занимаюсь ли я спортом? В небольшом количестве, да. То есть это не особые нагрузки, это езда на велосипеде, плавание в пруду и просто ходьба по вечерам. То есть это не агрессивные упражнения с утра до ночи, это очень мягкая форма, не более 1 часа. Обычно это кардио упражнения, фактически без какого-то насилия. В случае, если устаю, отдыхаю, если хочу пить, пью, в случае, если хочу сидеть, сижу. Ну и вот где-то так это все выглядит. С вами был Андрей Дуйко. Если вам понравился данный вебинар, поставьте обязательно
лайк, поставьте свой комментарий, задайте свои вопросы у меня в группе. Я постараюсь после окончания данного вебинара на остальные вопросы. Есть способы, которые позволяют этой молочной кислоте очень эффективно расщепляться. Это пассивное быстрое дыхание сидя, диафрагмальное. Когда человек сидит, подскакивая на стульчике, или стоит, не особо раскачиваясь, не совершая никаких особых физических действий и быстро, активно дышит. Если человек дышит каждый день 5 минут утром и 3 минуты вечером хотя бы активно, то на протяжении 1 месяца человек визуально молодеет на 5-10 лет. Если это сделать и выполнять ежедневно, сначала восстанавливаются мозги, после этого плечи, после этого позвоночник до грудного отдела, после этого сердце. Снижается давление, улучшается работа поджелудочной железы, работает кишечник, работают надпочечники, почки, перестают болеть, там артриты исчезают, артрозы, ноги начинают. Но знаете, с чем сталкивается человек? Он сталкивается с обычной ленью. Количество соляной кислоты в желудке. Именно поэтому, если у вас запоры, плохой запах изо рта, ни в коем случае не пейте куркуму. Когда нужно пить куркуму? Пейте ее, если у вас диарея, диспепсия, постоянно бурчит, ворчит живот. У вас несварение пищи. И когда вы ходите в туалет, то стул у вас имеет ярко выраженный запах, жирноватый такой и так далее. Куркуму можно тем людям, которые не имеют низкого давления. Людям, у которых белая кожа, куркуму не нужно тоже принимать. Также всегда помните, что если много принимать куркуму, то она может стимулировать появление гепатитов. Так как является отчасти еще цитотоксическим веществом. Я рекомендую народный способ. Это использование куркумы, чеснока, это использование зеленого чая, это использование сока из помидор. Также помидорный суп. Почему помидоры? Там находится ликопин, это вещество антиоксидант, которое великолепно растворяет в себе липопротеины, которые являются бляшками атеросклеротическими. Ну и в общем-то могу очень рекомендовать именно это. С препаратами моей компании рекомендую использовать набор, который называется Гворгин, а также атеросклеропатин. Это препараты, которые можно принимать по 1 таблетке 3 раза в день, которые достаточно эффективно и в короткий срок могут помочь справиться в том числе и с высоким холестерином, если принимать совместно с коллагеном. Ну и, конечно же, справиться. Победители. Виктория, сейчас я объясню. Зайды возле уголка рта, и на них ничто похожее у ребенка 7 лет. Чем убрать? Звездочка подходит? Нет, звездочка не уберет. А вот в случае, если давать ребенку по 1 капле йода на 1 ложку молока, а также смазывать йодом 1 раз. Вот смотрите. 10 капель йода на полстакана воды. Возьмите эту воду и смазывайте этой водой ребенку уголки губ. Также пусть принимает по 1 столовая ложка молока и 1 капля йода перед самым сном. Буквально 10 дней, и вот таких проблем с зайдами не будет у ребенка. Храп, там кто-то спрашивал. Храп вылечить несложно. На ночь необходимо выпивать 1 чайная ложка соды на 1 стакан холодной воды. Не нужно ее никак гасить. Выпиваете перед сном. Делайте это каждый день на протяжении хотя бы 1 месяца, после чего храп исчезает на много-много лет. Очень рекомендую, очень проверенный способ, пожалуйста. Дальше, можно ли еще каким-либо образом помочь человеку, используя йод? И от чего может или чему может помочь йод? Существует ряд точек, куда можно наносить йод для того, чтобы у человека улучшился иммунитет, исчезло гипертоническое заболевание сердца, улучшилось выделение прогестерона у женщин, а у мужчин тестостерона. Итак, какие это места? Итак, можно поставить сеточку в внешние стороны бедер, таким образом у человека, а также на ягодицы. Таким образом у человека исчезает гипертоническое заболевание сердца. В случае, если это делать ежедневно, то такие заболевания, как атеросклероз,
артериосклероз нижних конечностей, перестает человека мучить, человек заметно лучше начинает себя чувствовать. Внутреннюю часть бедер. У женщин уменьшается количество эстрадиола, увеличивается количество прогестерона, что, как известно, может привести женщину к тому, что она может худеть. Как известно, переизбыток эстрадиола у женщин приводит женщину к гормональному сбою, что обычно обусловлено тем, что женщина начинает поправляться или увеличивает избыточный вес. Обычно эстрадиол у женщины выделяется в момент соития или в момент возбуждения, вместе со смазкой, извиняюсь за подробности. В случае, если этого не происходит, то эстрадиол накапливается и в дальнейшем приводит к гормональному сбою, что может привести к увеличению веса. Для того, чтобы избежать этого, необходимо внутреннюю часть бедер периодически, можно через день, ставить вот такие ватным тампончиком, можно ставить сеточку на внутреннюю часть бедер. Эта сеточка должна покрывать, должна быть размером не больше 6 на 6 сантиметров. Внешняя сторона бедер и ягодицы помогут избавиться от атеросклероза и заболеваний сердца. А вот в случае, если у человека есть заболевания поджелудочной железы, то на область воротниковой зоны и 7-го шейного позвонка. В случае, если на центр груди ставить такую сеточку большую, как была такая игра крестики-нолики, вот так и сеточку рисуют. 3 палочки здесь, 3 палочки так. И получается, такую сеточку ставим на ночь. В случае, если делать так, то исчезают заболевания и помогает вылечиться от заболеваний, которые связаны с легочной системой. Также освобождает работу почек. В общем-то, по поводу всех заболеваний. Все заболевания имеют только 2-3 характерные черты такие. От чего люди болеют? Люди болеют от 3 характерных кренов, наверное, их можно назвать, которые появляются у человека в его жизни. Ну и на первое место, их на самом деле больше. То есть можно сказать, что есть и 4-е, это генетическая предрасположенность или какие-либо воздействия от того, что у человека там есть аллергия, допустим, может быть еще травматичность после родов, плюс генетические заболевания, там падение иммунитета и так далее. Но я сейчас говорю о том, что, допустим, упустив такие проблемы и перейдя к человеку, который, допустим, до возраста 35 или 40 лет чувствовал себя превосходно и хорошо, после возраста 40 лет почему-то вдруг начинает чувствовать себя плохо. И тут такая вот дилемма. Человек говорит обычно, я раньше чувствовал себя хорошо, что ж такое со мной произошло, что вот в данный период времени с каждым днем я начинаю чувствовать себя все хуже и хуже. С чем это связано? Если какая-нибудь первопричина, конечно, их 3. Эти 3 первопричины звучат так. Хорошая жизнь привела к хорошим заболеваниям. Хорошая жизнь обычно это когда человек может покупать себе дорогие продукты. Дорогие продукты это не кашки и салатики, а дорогие продукты это колбасы, это алкоголь разных видов, это конфеты, пирожные, как там мальчиш-плохиш говорил, там печенье, мороженое, пирожное и так далее. То есть человек может себе позволить питаться деликатесами. И это плохо. Почему? Наш организм, он так устроен, что нам нужно небольшое количество глюкозы. И по возможности, первое, что необходимо делать, в тот момент, когда человек хочет лечить себя и начинает это делать после 40 лет, человек должен беспрекословно и 100% перейти на определенную диету. Это диета с тотальным ограничением себя от любой пищи, которая имеет вкус сладкий. Давайте еще раз я скажу. А персики можно? А скажите, персики сладкие? Да, значит нельзя. А абрикосы? Скажите, абрикосы сладкие? Да. Ну вот сладкие нельзя. А если они кислые? А если кислые можно? А грейпфруты, они сладкие или кислые? Они горькие. Вот если кисло-горькие можно, а если сладко-горькие нельзя. То есть все, что имеет вкус хотя бы немного сладкий по возможности, а сахарозаменители можно, они сладкие, да, нельзя.
А мед, он сладкий, да? Нельзя. Так вот, начинать необходимо с убирания любой сладкой на вкус пищи. Ее нельзя есть, если вы страдаете от чего-либо. У вас нервное состояние, там, панические атаки, депрессия. У вас беспокойство, бессонница, органические заболевания, щитовидной железы, иммунитета, сосудов, заболевания кишечника, там еще чего-то. Начинайте убирать 3 основных первопричины. Первая первопричина – убирайте все сладкое на вкус. Второе – колбасное и алкоголь. Это обязательное условие. А что же есть? Все остальное можно. Все остальное можно. А майонез, да, можете, если очень сильно хочется. А сладкий компот? А вот сладкий компот нельзя. Естественно, такие убивающие человека продукты. На первое место можно поставить газировку сладкую. Хотите сделать человеком, страдающим сахарным диабетом 2 типа, начинайте поить его каждый день 2 стаканами кока-колы, швепса, спрайта, там, я не знаю, чего-либо еще. И этот человек, скорее всего, через 1-2 года начнет болеть сахарным диабетом 2 типа. Как определить сахарный диабет 2 типа? Это необходимо сдать анализ крови. И обычно у человека, страдающего сахарным диабетом 2 типа, глюкоза может быть в норме, а уровень инсулина может быть повышен. И вот этот уровень инсулина повышенный и говорит о том, что у человека сахарный диабет 2 типа. И обычно врачи не обращают никакого внимания на это, хотя это очень сложное заболевание, сахарный диабет 2 типа, которое и приводит в дальнейшем человека к появлению гипертонического заболевания сердца и в дальнейшем может превратиться в серьезную проблему сердечно-сосудистой системы. Второе. На второе нужно поставить стабильность центральной нервной системы или психическую деятельность. То есть человек должен ощущать себя спокойным. Витамины для центральной нервной деятельности на первое место можно поставить супрамоевитамины. Ну и, конечно же, магний. Ну и, конечно же, B6. То есть самый лучший препарат для нашей центральной нервной деятельности – это магний, B6 и витамины супра. Второе. Препараты, которые будут успокаивать, это Сирантал, Диторекс, Морбустоп. Это капли для сна. С этого тоже необходимо начинать. Третье. Экология и физическая активность. Ну, физическая активность, о ней необходимо говорить вот в таком сегменте. Очень часто люди начинают ходить и гулять. Так вот, я вам хочу сказать, что медленный шаг полезен, быстрый шаг вреден, очень быстрый шаг полезен. Медленный бег вреден, очень быстрый бег полезен. Давайте еще раз. Медленный шаг полезен, средний шаг активный не полезен, быстрый шаг полезен. Когда человек начинает бежать, медленный бег не полезен, быстрый бег полезен, очень быстрый не полезен. Таким образом, есть определенные системы или элементы, которые создают нагрузку для нашего тела. Так вот, нагрузка должна быть не средней. То есть человек не должен бежать так, чтобы ему было тяжело. Он должен либо быстрее, либо медленнее. Вот либо быстрее, либо медленнее полезно. А тот шаг, когда человек устает и у него усталость сильная, он не полезный. Такой вот есть хороший народный способ. Берется 1 килограмм лимонов и 1 килограмм меда. Все это перемалывается, отцеживается, настаивается в виде суток, принимается 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, утром и вечером. Нетрадиционный способ лечения сосудов, такой совсем нетрадиционный, но тоже интересный, это использование, его называют ельцинский метод. Берется 1 чайная ложка растворимого кофе, 1 столовая ложка лимона
и 1 столовая ложка меда заливается теплой водой, размешивается и через маленькую трубочку человек пьет. Но в разное время на протяжении дня, то это гораздо лучше, чем пить за один раз 2 литра или за 2 раза 2 литра. Именно поэтому частое даже смазывание или там питье воды гораздо эффективнее для человеческого организма, так как такая вода, она больше усваивается нашим телом, чем вода, которую мы просто в большом количестве заливаем в себя. Именно поэтому перейдите из состояния фанатично употребляющий стаканами воду на часто пьющий воду, когда ему хочется. Если вы привыкнете выпивать 1 литр воды маленькими глотками в разное время, это приведет вас к тому, что вы заметно уменьшите свой вес, так как в случае, если человек дополучает воду экзогена, то есть из внешнего мира, то эндогенная вода больше не нуждается в ее накоплении. Поэтому накапливайте воду экзогенную, то есть по-другому пейте чаще в течение дня, это заметно улучшит ваше общее состояние, уменьшит. КТ делаю каждые 3 месяца. Перед этим были химия, операции. Мои сосуды уже в плачевном состоянии. Попрятались. Как и чем им помочь подешевле? Берете чеснок и мед. Выдавливаете из чеснока сок. 1 чайная ложка вот такого сока на где-то 4 столовые ложки меда. Перед сном 1 чайную ложку вот такой смеси вы съедаете утром и вечером. Второй вариант. 1 столовая ложка меда, 1 чайная ложка яблочного уксуса на стакан теплой воды. Пить утром и вечером. Если давление низкое, то разрешается добавить еще пол чайной ложки растворимого кофе и чуть-чуть лимона. Диабетом 2 типа. Именно поэтому глюкоза в крови не является показателями сахарного диабета 2 типа. Есть такие работы медицинские, которые доказывают, что при сахарном диабете 2 типа, в случае, если его не лечить, появляется артериосклероз нижних конечностей, появляется полинейропатия, нефропатия, нейропатия. И это заболевания, которые могут быть связаны и с сосудами, и с почками, и с предстательной железой и так далее. И это все, как определить, есть ли сахарный диабет 2 типа или нет? Обычно это ожирение, то есть очень низко висячий живот с большой складкой жировой. Там находится и накапливается наш любимый инсулин, который и приводит нас к тому, что появляются вот такие заболевания. Поэтому сахар в норме не показатель. Да, прием соды полезен, но не длительный период времени. То есть можно принимать соду на протяжении 1 месяца максимально, но потом обязательно месяц-два делать перерыв. Ну и второе, как происходит. То есть повышается кислотность ЖКТ, после чего соду мы принимаем, сода щелочная, она подавляет кислоту и все. И второй вариант. Мы принимаем лимонный сок или сок 1 лимона. Когда сок 1 лимона попадает в наш организм, то организм реагирует, выделяя ферменты, которые будут защелачивать и которые будут нейтрализовать воздействие такой дополнительно введенной кислоты. Давление. Смочить носки в уксус яблочный, одеть на стопы. В этих носках походить там 10-15 минут, делать так на протяжении дня 3-4 раза в день. Следующее. Ставить горчичник на область затылка, когда голова не болит. Третье. На протяжении дня в разное время съедать по 1 зубчику чеснока, можно даже не разжевывать, а глотать 2-3 раза в день. Следующее. Смазывать мазью троксивозиновой шейный отдел. Это все поможет убрать у вас давление. Делать вот такие движения шеи на протяжении дня по 30 раз в одну сторону, 30 раз в другую сторону. Делать это курсом 4-5 раз в день, так чтобы при прокручивании шейного отдела или головы не возникали состояния боли. Это должно быть максимально в расслабленном состоянии. Не Можете использовать такой старый народный рецепт, проверенный годами, называется поносное яйцо. Что делать необходимо? Необходимо взять яйцо куриное сырое, отделить желток, через ситочко
вот этот белок процедить, чтобы чтобы он как бы расслоился. После чего на один белок добавляют 1 чайную ложку порошка черного перца и чайную ложку, сейчас, черного перца, правильно, и на кончике ножа добавляют сухие пищевые дрожжи. И потом принимают смешивают это все и принимают следующим образом: на ночь четверть чайной ложки. Без воды, обычно так его берут, съедают. Симптомов появления у человека страхов, панических атак, депрессий заключается в том, что не хватает йода. Но дело в том, что если провести исследование щитовидной железы и провести исследование на наличие, допустим, там тиреотропного гормона 4 или тиреотропного 3 или аутоиммунной переоксидазы, ну или АТТПО, или какие-либо другие провести исследования, то они очень часто могут быть в норме. Они-то в норме, а вот йода не хватает почему-то. И что нужно делать? Нужно начать принимать йод содержащие продукты. Йод содержащие продукты могут быть в минеральном комплексе, но его нужно принимать в достаточно большом количестве. Либо попить в виде люголя, там по 10 капель на столовую ложку молока, там 1-2 раза в день. Так безопасно. Дубовой. Андрей Андреевич, здравствуйте, здравствуйте. Можно ли как-то почистить сосуды народными способами, не применяя статины? Конечно. Существует уникальный метод, я сегодня даже записал видео такое, о том, как убрать заболевание глаз, которое обычно формируется на фоне атеросклероза, макулодистрофия, что тоже является производным склероза, атеросклероза. И, как известно, существует определенный вид и есть история. Когда-то, несколько дней назад, я встретил человека в Киеве, которого приехал в ГАИ, мне нужно было, и там встретил своего друга, которого я не видел, наверное, лет 12. Когда-то он у меня лечился, и у него было очень тяжелое поражение глаз. Должны были делать ему операцию, у него -6 было и -5 там со зрением, и плюс было у него макулодистрофия и там проблемы сетчатки, там то ли была, то ли не было катаракта, но глаукома точно была. Я помню, он там пробовал лечиться моими методами, ничего не получилось. К сожалению, ему препараты никак не помогли. Он потом ко мне пришел, я говорю, я могу вам вернуть деньги. Он сказал, что не нужно ничего, он себя, в общем-то, лучше чувствует и надежд никаких не питал. Будет обращаться к офтальмологу и так далее. Там ему предлагали операцию, и потом на время, вот на 12 лет я с ним потерял связь. И когда его встретил, то лицо узнавал этого человека, а кто он на самом деле никак не мог вспомнить. Его зовут Олег. А потом я вспомнил, он говорит, ну я Олег, я у вас когда-то пробовал глаза лечить, но вы мне очень помогли. И я вспомнил, что когда он ко мне приходил, он приходил в больших таких очках с линзами, а он сам не киевский, а из Полтавы, а сейчас переехал и живет в Киеве. И говорит мне, вот, Андрей Андреевич, большое спасибо, вы мне тогда 12 лет или 10 лет очень-очень помогли. Большое спасибо, ваш метод мне очень помог. Я вылечил свои глаза, ну и сейчас снял очки, вообще идеальные глаза, идеальное зрение. Я несколько лет подряд практикую лечение, которое вы мне назначили. Я говорю, я не помню. Он говорит, на одном из вебинаров вы сказали о том, что можно лимонами вылечить глаза. И я последовал вашему совету и на протяжении нескольких месяцев периодически пропиваю лимоны. Я говорю, а что же я там советовал? И вот он мне рассказал. На одном из своих вебинаров я когда-то сказал, действительно, есть этот вебинар в интернете, я его так и назвал, этот вебинар «Лечение лимонами и там, помощь цитрусов», где я рассказал о том, что можно вылечить глаза, используя лимоны. То есть мой рецепт, он был такой. Он не был мной придуман, он достаточно известный, и я его тоже где-то вычитал. Если нужно, найду информацию где. В каком-то из лечебников, которые я собираю. Там было сказано, что
В случае, если человека парез после инсульта, в случае, если у человека тромботизация сосудов, в случае, если у человека проблемы с глазами, он не знает, как лечить. При атеросклерозе, при артериосклерозе, при даже сахарном диабете второго типа рекомендовали утром натощак съедать 1 сырой лимон. Прямо натощак. Я, конечно, понимаю, что многие скажут, это невозможно. Кстати, в том рецепте было сказано, что его необходимо съедать еще и совместно с цедрой, с кожурой. То есть утром человек после того, когда проснулся, не должен ни пить, ни есть, а прямо натощак, поделив лимон на мелкие дольки, не торопясь, это очень важно, там тоже об этом было сказано, необходимо съедать лимон. Только спустя 10-15 минут после того, когда съедает человек лимон, можно было выпить стакан воды там, или 2 стакана воды и так далее. Какой эффект и кому нельзя? Есть противопоказания, это, конечно, не специфический язвенный колит, заболевание язвы желудка, это, скорее всего, там, хроническая диарея, сахарный диабет первого типа и язвенная болезнь 12-перстной кишки. Вот в этих случаях не рекомендовалось. То есть в случае, если есть ярко выраженные гастроэнтерологические заболевания и вы лечитесь, то, конечно же, лимон с утра вот так нельзя. Хотя я когда-то имел язву 12-перстной кишки, и если сказать честно, а я стараюсь все-таки быть честным, то, несмотря ни на что, приехав в Египет, я начал лечиться вот такими лимонами, правда лимонов не было, я использовал вместо лимона лайм, и каждое утро съедала 2 лайма. Вы знаете, и у меня со временем где-то за 1 неделю, хотя с ужасом я это представлял, потому что очень болело с правой стороны в подреберье, и у меня был диагноз поставлен, уже было обострение такое, и даже близкие мои говорили мне, может, не нужно этот лимон. Ничего страшного. Когда начал принимать лимон, наоборот, появилось облегчение, и после чего где-то за неделю перестало болеть, и очень себя хорошо чувствовал. За это время очень похудел, ну и очень улучшилось зрение. Кстати, это один из тех методов, которые достоверно могут помочь человеку избавиться от камней в почках, избавиться от атеросклероза и так далее. И это, к радости, совершенно безопасно для человека. То есть, когда человек говорит, что если лимон кушать, то это может поднять кислотность и так далее, и так далее. Если у вас нет аллергии на цитрусовые, то смело можете использовать данный рецепт, он действительно очень эффективен. Я в свое время, когда весна была, тоже принимал вот так лимоны каждое утро, это очень улучшило состояние сосудов, перестала болеть шея, там, если где-то болела, но очень улучшается зрение, улучшается сон, улучшается зрение, улучшается качество кожи, лучшее мочеиспускание, уменьшается живот, худеешь. Одним словом, вот такое народное лечение лимона, оно очень эффективное. Ну и этот человек, с которым я встретился, он мне это и сказал. Он говорит, я лечился по вашему методу лимоном. То есть я съедал лимон, спустя какое-то время пил воду, после чего завтракал, после этого только пил кофе и так далее. Так вот, на этом фоне, он сказал, на протяжении 1 года я избавился от сахарного диабета второго типа. Очень похудел, снял очки, мои близкие сняли очки. И я перестал болеть заболеванием, гипертоническое заболевание. То есть он говорит, у меня нормализовалось давление, перестал болеть давлением. Дело в том, что одна из особенностей появления гипертонического заболевания сердца связана с тем, что у человека развивается атеросклероз тонких сосудов. И такое положение вещей в дальнейшем приводит к появлению вот такого неизлечимого, очень тяжело и долго тянущегося заболевания гипертония. Ну и один из вариантов лечения гипертонии – это использование вот таких лимонов. У меня есть книга, я ее написал где-то 2 года назад. Она называется «Нетрадиционные методы лечения». Под этим видео я в дальнейшем оставлю ссылку на эту книгу «Нетрадиционные методы лечения». И там, по-моему, около 3 или 5 страниц я написал рецепты, где можно использовать конкретно лимоны в ходе помощи своему телу и своему организму. Лимоны не нужно кушать только в определенных случаях. Это при аллергии, в тех случаях, которые я до этого описал. Надеюсь, ответил вам
на ваш вопрос. Андрей Андреевич, подскажите, пожалуйста, что можно принимать из ТЭФ от высокого давления, сахара высокого и холестерина? Первое, что вам необходимо сделать, больше спать. Как бы это странно ни звучало, я рекомендую людям, у которых есть такие проблемы, больше спать. Второе, меньше есть. При заболеваниях сахарный диабет второго типа и при заболеваниях сахарного диабета с ожирением я рекомендую сон и рекомендую больше спать. Если человек больше будет спать, то у него будет улучшаться общее самочувствие. Далее, третье. Я считаю, что все три заболевания, которые у вас есть, и высокое давление, и высокая глюкоза, и высокий холестерин, являются следствием вашего неуравновешенного длительного невроза, которым вы, скорее всего, длительно страдаете. Но есть одно но. В этом но, это но заключается в том, что очень часто в момент стресса или в момент вспышки гнева, в момент «Здравствуйте, маме 70 лет, очень болят ноги, чем можно помочь?» Снижайте количество употребляемых углеводов. Очень часто нейропатия является следствием болезненных состояний в ногах на фоне сахарного диабета первого или второго типа. Принимайте препарат рутин и альфа-липоевая кислота. Следите за тем, чтобы не образовывались трофические язвы. Риса и водичка станет такой очень мутно-белой, настоится на протяжении ночи, то можно делать салфетки и накладывать их прямо на лицо. Это отбеливает лицо и делает его действительно очень красивым. Вот такую смесь или вот такую воду с вот таким крахмалом рисовым очень хорошо использовать для умывания. Также от вот таких темных пятен помогут инъекции обычного новокаина. Берете обычный новокаин и делаете инъекции внутримышечно. Делайте 5 миллиграммов новокаина внутримышечно на протяжении 10 дней. Потом 1 неделю перерыв, еще 10 дней. 1 неделю перерыв, еще 10 дней. Потом месяц перерыва, еще 10 дней. Все вместе получается 40 инъекций новокаина. Это очень омолаживает лицо, убирает и устраняет темные пятна, снижает холестерин, улучшает общее состояние здоровья, улучшает иммунитет. Как бы рекомендую тем людям, у кого есть заболевания позвоночника, заболевания суставов, заболевания, связанные с геронтологией. Вновь ложится на пол, встает и прыгает. Вот таким образом у человека происходит недолго, 1, 2, 5 раз. Как ни странно, вот такое подпрыгивание, вот такая гимнастика, она активирует гормон роста. Ни бег, ни велосипед, ничего такого. Если делаете эти упражнения, можете ли вы помолодеть? Нет. Почему? Потому что есть еще одно такое вещество, которое называется коллаген. Коллаген – это макулоциты, которые должны с возрастом уменьшаться. Их процесс уменьшения обоснован, как правило, взрослением и тоже связан с гормоном роста. Именно поэтому применение любых препаратов коллагена на сегодняшний день является прямо тотальным и великолепным, наверное, методом уменьшения возраста. Абсолютно